Война – это самое страшное преступление, которое может вообще случиться в жизни. Я подумала, Боже, мир так прекрасен. Мир так прекрасен, Господи, да что же это такое, ну что же все разрушается. Когда я вижу ребенка убитого, ну почему? Я не понимаю, как в голове может быть мысль о том, что, ну вот, чтобы вас не существовало. Этой страны не должно существовать, ребята. Где же ты, любовь? Мы потеряли любовь. Вот вы всегда спрашиваете там что-то, где правда или что. Правда в любви. И больше ни в чем, Катя. Какое первое впечатление было у вас в Америке? О, Катя! У меня, знаете, было очень странное ощущение, но это вот как бы вот из моего детства. Вот когда я приезжала из Красноярска в Москву, я помню, я стояла у окна вагона. И вот на меня просто как бы наезжала Москва. Вот это вот ощущение какой-то громады. Я понимала, что я приезжаю в другой мир. Вот правда, у меня осталось до сих пор. И вот когда я приехала в Америку, во-первых, было душно, жарко, невозможно. Где-то в апстейте мы ехали, и там такие тоже каменные какие-то скалы. И вот у меня было абсолютное ощущение, что я въезжаю в другой мир. Для меня это было необычно, потому что Красноярск – провинциальный небольшой город, там все улицы, ты знаешь. А тут уж что такое огромное. У нас летают ястребы. О, да, такие роскошные такие. Да. Белки, лисы, ястребы. Ага, у нас тут живая жизнь. Она такая, да, шустрая, живая. А я не люблю осень. Не любите? Не, я люблю. Вот такую осень, не, по-моему, это роскошно. А что тут роскошного? Все Ну, как умирает. красиво. А вот я сейчас вам скажу одну вещь. Я однажды в интервью как раз Рустама где-то, я прочла, там что-то его обо мне спрашивали, и он сказал, Лена там уехала, значит, умерла. Я? Ну, да. Не пугайтесь. И я тоже сначала подумала, ой, боже мой, зачем так сказал? Это же как бы слова, они материализуются. Нельзя так говорить. А потом, Катя, я подумала, спасибо тебе большое, потому что я умерла, но я продолжаю жить в другом качестве. То есть вы прожили две жизни? Да. Ага. Ну, и это правда, так оно и есть. Я могу быть вообще вот в этой новой жизни, могу быть кем угодно, в каком угодно состоянии. Мне легко стало сразу. Я уже ничего не боюсь. И вот природа, она умирает, но она возродится. Даже если все уничтожить, она все равно возродится. Как ни странно, да, но смерть – это как бы залог новой жизни. Где-то родится другая жизнь. Правильно? А вы можете вспомнить вообще самый счастливый день в своей жизни? Я помню, когда мне мама на день рождения купила зеленое шерстяное платьице и спрятала его в шкафу. А я мечтала о зеленом платьице. Именно о зеленом почему-то. Я очень любила зеленый цвет. И мама спрятала это платье. А когда она ушла на работу, я пошла искать, открыла шкаф, там висит мое платье. Зеленое, зеленое. И это было мое счастье. Правда, правда, правда. Мы с вами договаривались об интервью на начало самой весны. Да. И поэтому, когда началась война, вы были одним из первых людей, о которых я подумала, потому что у вас 24 числа день рождения, 24 февраля. Это самый трагический день в моей жизни, когда мне исполнилось 75 лет.
Раньше я очень рано ложилась спать, а сейчас я очень долго зависаю там в компьютере, чего-то слушаю, смотрю. И вдруг я читаю новость. Русские танки, ну это я не могу даже это произносить, потому что я буду... Я потеряла... Я не могла вздохнуть. Я не поняла, что это, как это. Я решила, что это не новости, а я просто читаю... Ну, я не знаю, может быть, это какое-то кино. Нет. Танки идут на... Что это такое? Война? Первая мысль, которая у меня была, это война. Как может быть иначе? Я не понимала, как это может произойти. Сильное, могучее государство нападает на своего соседа небольшое, менее сильное, да? Кто, почему, кто дал право, зачем? Слов никаких не может быть, потому что объяснить это невозможно ничем. Война – это самое страшное преступление, которое может вообще случиться в жизни. Самое страшное – посягательство на жизнь других людей, другого человека, государства. Когда гибнут дети, женщины, солдаты, с одной и с другой стороны. Вот те солдаты, русские солдаты, которые гибнут, я хочу сказать, что не то чтобы они не виноваты, но виноваты те люди, которые их посылают на войну. Мне кажется, что это очень, очень важно, потому что в определенном смысле эти люди беззащитны. И они сначала идут на войну, потому что их как бы послали, да, снабдив их какими-то знаниями по каким-то поводам, которые ничего не объясняют и ничего не оправдывают. А потом эти люди, будучи на войне, как бы вот 1-2 раза нажав курок, они перестают быть людьми. И опять это не их вина. Это вина тех, кто их послал. Я иногда вот смотрю на этих людей, которые там занимаются пропагандой. А вы смотрите, да, все? Когда это идет в каком-то контексте, Катя, я так не могу этого смотреть. И я не понимаю, это же не люди. Они же разговаривают не с людьми. То есть я понимаю, что они, вот людей, которых я считаю людьми, их слушают, они их считают не за людей, они их считают за быдло, за животных, которые ничего не понимают, которым в голову можно вложить все, что угодно, любые идеи, которых можно вот так просто послать на войну. Но с нормальным человеком, если я с вами разговариваю, я хочу, чтобы вы меня услышали. Я буду говорить нормальным человеческим языком, но не лаять, не кричать. Не рассказывать о том, что нужно все смести с лица земли, и вообще, чтобы этой страны не было, и чтобы этих... Ребята, вы с ума сошли? Вы слышите, что вы говорите? Как вам не страшно? Вы же... Все же придем к одной черте. Все мы там будем. Вам придется за это отвечать. Я этого понять не могу. Не понять, не объяснить. Не хочу. Потому что жизнь каждого человека, она бесценна. Каждого. И того человека, которого послали, и того человека, которого они убивают. И та, и другая жизнь бесценна. И никто не имеет права решать, быть, как бы существовать этой жизни или нет. Никто не имеет никакого права на это. Очень страшно за жизнь своих детей и внуков. Конечно, страшно. Невозможно. Все потеряли.
человеческое потеряли. Каждый уже теперь, независимо от того, понимаете, мы живем в Америке, конечно, все достаточно далеко пока, да. Ты смотришь немножко со стороны, не изнутри, но ты прекрасно понимаешь, что такое слово «война». Ты прекрасно понимаешь, что война – это смерть, это убийство. Когда ты видишь кадры, как бабушка какая-то сидит, и у разбитого дома она совершенно беспомощно брошена. Я не говорю, что она все потеряла, она сидит одна. Катя, я вижу свою маму. Это моя мама, хотя я говорю, моя мама, я сейчас могу быть такой бабушкой, да, я себя бабушкой не мню. Я думаю, что я еще не бабушка. Когда я вижу ребенка убитого, почему? Я не понимаю, как в голове может быть мысль о том, что, чтобы вас не существовало. Этой страны не должно существовать, ребята. Я просто не понимаю, откуда это родилось. Я не понимаю этого, Катя. И никогда не пойму. Жители древнего персидского города Езд во многом опередили свое время. 2000 лет назад в их домах уже были аналоги современных кондиционеров, увлажнителей воздуха и даже морозильных камер. Чтобы спасаться от круглогодичной жары, персы прорыли по всему городу сеть подземных каналов – кяризов, а вдоль них установили вертикальные шахты – бадгиры. Горячий уличный воздух попадал в шахты над кяризами, охлаждался и насыщался влагой в каналах, а затем поступал в подвалы домов. Оттуда воздух, пройдя через весь дом, выходил обратно на улицу через отверстия в бадгирах. Так, еще задолго до появления электричества в Персии научились снижать температуру на целых 12 градусов. Такая система охлаждения воздуха существует во многих домах Езда и других городах Ирана до сих пор. Мы привыкли задумываться об увлажнении воздуха ближе к зиме, когда включают отопление, и воздух в наших домах становится невыносимо сухим. Для этих и других случаев в компании Breathe разработали увлажнитель Natural Fan. Он легко устанавливается прямо на батарею и испаряет воду под воздействием тепла. Прибор этот максимально экономичный. Он работает от USB и управляется при помощи пульта. Сам увлажнитель очень компактный. Толщина корпуса всего 7 сантиметров, поэтому точно поместится в любую, даже совсем небольшую квартиру. А прибор нельзя обжечься, так что для детей и животных он полностью безопасен. А еще, поскольку это увлажнитель естественного испарения, он гарантированно не оставляет капель и налета на мебели. И нет риска, что в комнате станет чересчур влажно. Ну и самое главное, Natural Fan вообще не шумит. На первой скорости, например, его звук просто неразличим для человеческого слуха. Это оптимальное решение для спальни или детской. В увлажнитель помещается до 6 литров воды. Для этого не нужно его снимать или раскручивать. Можно заливать воду прямо снаружи корпуса. Слишком часто менять воду или мыть прибор не нужно. Его резервуар сделан из пластика с ионами серебра, поэтому плесени можно не бояться. Какую-то специальную воду использовать тоже не нужно, подойдет обычная из-под крана. И еще одна важная деталь. В увлажнителях воздуха Natural Fan используется гибридная технология испарения, запатентованная Breathe. Такие необычные технологии – это прямая специализация компании-производителя, основанной 13 лет назад выпускниками МФТИ при участии экспертов по экологии из разных стран. Переходим по ссылке в описании и заказываем увлажнитель воздуха Natural Fan от Breathe. А по промокоду Гордеева получаем специальную цену до конца декабря. Так как вы день рождения-то провели в итоге? Никак. Все. То есть вы Круг замкнулся. Замкнулся круг моего счастья. Я всегда говорила, Катя, что у нас очень счастливое поколение. Мы, в общем, жили без войны. Наши родители пришли с войны, они пережили войну, они были молоды и были счастливы.
Они были очень счастливы. Я помню эти бесконечные застолья. Хотя жили очень, наверное, скромно, да? Но я помню эти застолья, которые собирались все время. То у нас, то у соседей. А вы про родителей сейчас, вот в связи со всеми событиями, много думаете? Думаю. Мама и папа, они оба прошли войну. Папа, начиная с финской войны, там и Сталинград, и Курск, Берлин, это все прошел папа. Но я вот сейчас очень сожалею, что никогда, правда, не знаю почему, Катя, никогда не спрашивала его ни о чем. Так странно. А мама тоже, я только сейчас анализирую и думаю, и именно об этом периоде жизни. Она ушла на фронт, когда ей было 19 лет, как мои груши. Как внучки, да? Ага. И встретились они с папой в Берлине. И я думаю, какое счастье, что они не дожили до того, что происходит сейчас, до этого времени. Просто какое счастье. Я просто знаю, что у меня были совершенно удивительные родители, которые очень любили друг друга и прожили очень долгую жизнь вместе. Мама у меня была совершенно фантастическая. Но она вот настоящая русская женщина. Я думаю, что у каждого, естественно, свое ощущение этого. Но вот моя мама была красивая, звонкая, голубоглазая, Ух ты! добрая. Она подкладывала руки подо всех. Если кого-нибудь спросить, помнят ли они Зинаиду Ивановну в Москве, там, в детской поликлинике, я думаю, каждый человек ее помнит. И если будет вспоминать, то непременно будет улыбаться. Правда, она была какая-то совершенно, ну вот необыкновенная. Я не в нее, я не такая. Я более закрытая. Нет, я другая совсем. Она была очень сильная. Я бы без нее не вырастила своих детей. Я без нее бы не могла бы сниматься. И даже, вот, Кать, не поверите, когда я собиралась сюда, когда мы это уже решили уезжать в Америку, и, конечно, это было драмой для всех, но мама ничего не говорила. Только один раз она мне сказала, я даже помню, мы ехали с дачи, где она была там с детьми, я приезжала, что-то там привозила, какие-то продукты. И мы ехали с ней в электричке, и она так грустно-грустно сказала, что самое лучшее место на земле – это город Сызрань, совхоз «Большевик», там, где она всю жизнь прожила. И все, больше она мне ничего не говорила. А когда я уже уехала, она стала учить английский. Стала учить английский, чтобы приехать ко мне помогать. Она стала собираться ко мне помогать. Потому что, я думаю, ее Лена не справится. Ей будет трудно в чужой стране. Ну, как бы она понимала, что все непросто. Она приехала? Не, она не приехала. Буквально за несколько месяцев до того, как должна была приехать, она умерла. Она умерла от того, что не хватило, так скажем, нормального человеческого внимания и доброты у, так скажем, тогда еще советской медицины. Я все время корила себя, что не смогла ее вывести раньше, потому что если бы она была здесь, она была бы жива. Я в этом убеждена, потому что не было никакой серьезной проблемы. Просто пожилые люди, так скажем, старые люди, хотя мама была моложе меня, на родине не нужны были. Мало были интересны, потому что, я думаю, не хватало даже сил, наверное, на молодых. Вы же успели папу перевезти в Америку? Да, папа жил здесь. Практически сразу он приехал. То есть я без них бы я не смогла жить просто. Я сразу, стала их к себе зазывать. Мне все мое должно быть со мной. Сколько папа здесь прожил? 86. Причем жил самостоятельно. У него была своя квартира.
не захотел жить с нами. Но здесь же в Фаерлоне он жил. Освоился? Ну, в общем, да, конечно. Какие-то у него друзья, приятели появились. А потом мы здесь все, и Володя, и я, все мы были вместе. Я все время думаю о том, что все считают, что, собственно, пожилым людям надо, да? Крыша над головой есть, особенно если там дети, внуки рядом. Пенсию они здесь очень хорошую получали, медицину. В общем, были обеспечены. То есть вот дети могли быть спокойны за своих родителей. И как бы родители тоже. Но я думаю, что пожилым людям не легче, чем молодым, приживаться. Потому что все-таки они должны не доживать свою жизнь, а прожить ее. И вообще, Катя, я все время вот... я думаю, о чем мы с вами будем там говорить? О каких глупостях, о смысле жизни, о чем вообще? Понимаете, какая история странная? Я удивительно счастливый человек. Я уже прожила 75 лет, и я все время обращаюсь назад, хотя не нужно обращаться назад, но все равно как бы волей-неволей, особенно когда ты живешь один, когда детки уже разлетелись, ты иногда думаешь про себя, про жизнь прожитую, про время, которое уже ушло и которое не вернуть. Меня мучает вопрос, куда делась моя жизнь? Куда исчезло мое время? Ведь оно где-то должно быть, потому что так много потрясающего, интересного произошло в моей жизни. Я всю жизнь, вот, Катя, это удивительно, я всю жизнь была окружена удивительными, талантливыми людьми. Правда? Вот правда. Со дня рождения. Вот мама, папа. Можно сказать, ничего необыкновенного. Обычные, нормальные. Два человека, которые просто любили друг друга и любили нас. И всегда были честными, всегда были отзывчивыми. Ну, просто крутые. И школа, в которой я училась, потрясающая школа в Красноярске. Сейчас прямо всю жизнь расскажу всем, все будут про меня знать. Но вы родились в Германии. Да. Как так вышло? Мои родители после войны, они дошли до Берлина. И остались. Они были оккупационные войска. Они остались, естественно. Мама в госпитале, а папа по долгу службы. Я родилась в 47-м. Наверное, лет 7 они, наверное, там были, до конца 50-го. Папа в каком звании закончил войну? Он же начинал солдатом, по-моему, да? Наверное, он был майор. А орденов у него было много? Много, да. Когда были праздники, одевал, да, конечно, все ордена, да. Он у меня даже подвиг, можно сказать, совершил, мой папенька. В самом начале войны, когда у них там убило командира, он свой отряд вывел, получил даже, по-моему, орден Красной Звезды в начале войны. Мальчик был, сколько ему было? 24, может. Да. «26 декабря 1894 года в одну из парижских типографий позвонила сама Сара Бернар. Великая актриса собиралась возобновить свой спектакль «Жизмонда», и ей срочно требовалась новая афиша. Все штатные художники были на рождественских каникулах, но, к счастью, в типографии оказался, как бы сказали сейчас, фрилансер из Южной Моравии – Альфонс Муха. Молодой художник-эмигрант с радостью ухватился за заказ от знаменитости. Выполненная за несколько дней афиша в стиле ар-нуво привела Сару Бернар в восторг. И она тут же подписала с Мухой контракт на несколько лет, чтобы впредь ее афиши рисовал только он. В восторг пришли и остальные парижане. Коллекционеры даже тайком платили мальчишкам-расклейщикам, чтобы они срезали для них плакаты с афишных тумб. Всего за несколько дней Альфонс Муха из бедного паденщика превратился в известного художника и дизайнера. Он оформлял этикетки для дорогого шампанского и пирожных, придумывал дизайн ювелирных украшений и проектировал декорации для театров. А в 1918 году, после образования независимой Чехословакии, Альфонс Муха работал над фирменным стилем целой страны. Он придумал новый дизайн чехословацких банкнот и почтовых марок и даже работал над одним из вариантов нового герба. Уже в те времена на графический дизайн был очень большой спрос, и до сих пор он остается одним из самых актуальных направлений в дизайне. Графические дизайнеры сейчас решают огромное количество интересных задач. Разработка айдентики бренда, оформление сайтов,
создания логотипов. Сегодня, чтобы стать востребованным дизайнером, совсем не обязательно проходить тернистый путь или полагаться на удачу. Получить профессию с нуля можно на образовательной платформе Geekbrains. В Geekbrains есть целое образовательное направление графического дизайна. Тут учат создавать фирменный стиль, разрабатывать дизайн упаковки и полиграфических материалов. Обучение начинается с самых основ, поэтому вообще не важно, чем вы занимались раньше и умеете ли вы рисовать. Учеба длится год. За это время вы получите представление о композиции и рисунке, погрузитесь в историю мирового искусства, чтобы развить насмотренность, и научитесь работать с основными дизайнерскими программами и графическими редакторами. По формату это не просто записанные видео, а живые уроки с подробной обратной связью от преподавателей, а сами преподаватели – практикующие специалисты из топовых компаний. Со студентами уже во время обучения работают HR-специалисты, которые помогают грамотно составить резюме и подготовиться к любому собеседованию. Geekbrains вообще очень ответственно подходит к этому вопросу. Гарантию трудоустройства прописывают прямо в договоре. Если вы не устроитесь на работу во время или после учебы, вам вернут деньги. Кстати, необходимое для устройства на работу портфолио вы тоже создадите во время обучения, ведь вы будете работать над реальными проектами и кейсами, которые потом можно будет показать работодателю. Многие студенты получают первые заказы еще во время учебы и работают на фрилансе, как Альфонс Муха, или устраиваются на работу и окупают затраты на обучение еще до его окончания. Помимо новой профессии, все выпускники программы образовательного дизайна получают диплом о профессиональной переподготовке государственного образца. А если подадите заявку на обучение сейчас, то получите доступ к еще 5 курсам Geekbrains абсолютно бесплатно. По случаю Черной пятницы на программу по графическому дизайну действует максимальная скидка 62%. Переходим по ссылке в описании или по QR-коду на экране, записываемся на факультет графического дизайна Geekbrains и получаем новую, очень интересную и актуальную профессию. А вы ничего не помните про Германию? Не-а. Мне иногда кажется, вот если бы я попала в то место, где мы жили, наверное, я бы что-то вспомнила. Нет, я ничего не помню совсем. То есть помните уже Красноярск? Уже Красноярск, и помню его уже в таком возрасте, когда я бегала в садик за своим братом. Ну и когда играли там во дворе эти наши игры. Красноярск был самый лучший город на свете, Катя. А моя школа, по-моему, это была номер 1. Роскошная совершенно кирпичная школа напротив моего дома. Просто перебегала дорогу и была в школе. Школу я обожала. Вся моя жизнь проходила в школе во дворе. Мои воспоминания, что все учителя были очень красивые, были необыкновенные. Они были какие-то, красивые, аккуратные. С портфелем, с этой линейкой какой-то, учительница математики, с фамилией, сейчас скажу, у меня фамилия была Лихачева. Они были необыкновенные. Вы не поверите, у нас в школе был духовой оркестр из учеников старших классов. В одного мальчика из этого оркестра я была влюблена всю жизнь, обучаясь в школе. На чем он играл? Он играл на трубе. Как я вас понимаю. А вы какая были? Какая была? Я любила заниматься всем. И занималась всем. Я была очень активной, как мне кажется. Да, Катя, я сейчас совсем другая. Пришло какое-то время, как будто ударили по голове, и я затихла. Я занималась всем, потому что была музыкальная школа, которой, конечно, нужно было заниматься. Она была напротив. В школе был хор. Мы должны были все в этом хоре петь. Мы ставили оперы. Детские оперы, мы ставили опереты. Мы классные были. Правда? Потом, знаете, Кать, ты мог прийти там в Дом пионеров в любой кружок. Хочешь балетом заниматься, занимайся. Никто не будет тебя вышвыривать, если ты, немножко неуклюж или что-то. Если хочешь заниматься, занимайся. Хочешь театром заниматься, занимайся. Хочешь в баскетбол играть, занимайся. А в какой момент вы про себя поняли, что вы красивая? Так, Катя, здесь называется стоп. Нет?
Мне хотелось, наверное, ну, как всем девочкам. Конечно, мне хотелось быть красивой, но никогда не была красивой. Ну, подумайте сами. Белобрысая девочка, белобрысая, абсолютно. Я была белая, как лунь, без бровей, без ресниц. Хотела ли я там, говорят, там, быть артисткой? Наверное, хотела, но так, как все. Артисткой, учительницей. Мне кажется, что и это, наверное, какое-то бессознательное желание общения. Не быть на виду, а общение. На самом деле я все равно была удивительно, как вам сказать, самоуверенная в чем-то. Да. Вот это, наверное, это школа, наверное, это провинция. Вот это все, наверное, это оказало какое-то влияние, потому что, когда мы приехали в Москву, в журнале «Советский экран» я прочла, что мальчик, который играл в фильме «Друг мой Колька», он учится в студии при театре Станиславского. И я прочла это и думаю, ой, а я хочу тоже туда поступить. Ага. И мы с мамой пошли в эту студию Станиславского. Мы узнали, где там что. И меня приняли, к удивлению всех окружающих. Потому что, опять же, я была белобрысая, никакая, с какими-то тоненькими косичками, с бантиками. А я не знала, что это, в общем, какая-то престижная студия. Поэтому, вот, наверное, набралась какой-то наглости туда поступить. Ну, вот занималась я там очень недолго. Я считаю, что, к моему счастью, я не знаю, я проходила, может быть, месяц, несколько уроков. Подождите, а это в этой студии вы впервые увидели Михалкова? Ну, да. И он на вас не произвел впечатления? Ну, как-то да. Да нет, Катя, чтобы никто не подумал, что я это выдумываю, потому что это все очень странно. Там учились все, оказывается. И вот Инна Чурикова училась, там и Женя Стеблов, и, наверное, еще кто-то. Там вообще училась, в общем, золотая молодежь Москвы. А я-то из города Красноярска. Но я помню, что на ступеньках лестницы в ожидании там, последнего тура, когда у нас были этюды, был мальчик по имени Борис Бурляев. Да, Боря Бурляев, который играл в «Судьбе барабанщика». Я его, как пионерка и как ученица Красноярской школы, конечно, знала, потому что мы смотрели диафильмы «Судьба барабанщика». И я знала, кто такой Боря Бурляев. Он, наверное, тоже был в студии. Но дело в том, что я только успела купить там какие-то чешки, там еще что-то, какие-то атрибуты мы с мамой купили. Я заболела просто. А с Никитой Сергеевичем занятие. Наш руководитель говорит, а вот и Никита Сергеевич пожаловал. Я так удивилась. Думаю, какой это Никита Сергеевич? Это зачем это Никита Сергеевич приходит в нашу... Что же это за студия такая? Такая важная. Я знала одного Никиту Сергеевича. Ой, Кать, очень стыдно. я только сейчас сообразила. Ну, конечно, Кать. Ну, о чем я... Я даже, если мальчик, молодой человек там входит, Никита, да? А тут входит Никита Сергеевич. Я оторопила. Ого, вот так студия, которую я выбрала. Так что мы не знакомы были. Еще не обзнакомились все. Я заболела. Я думаю, это был грипп. Просто грипп. Там температура и всякие глупости. Но мама просто решила, что я заболела. Потому что слишком большая нагрузка была. У меня музыкальная школа, новая школа. Это студия. И мне нужно было везде ездить через всю Москву. И это здорово. Это классно. Понимаете? Вот потому что благодаря тому, что я ушла из этой студии, я потом познакомилась с замечательным педагогом художественного слова Маргаритой Рудольфовной Перловой. Ничего себе. Был какой-то конкурс чтецов. Я там выиграла первую премию. А читала я, Катя, Бухенвальдский набат. Меня все время тянуло на героизм. Переживания, там, страдания, трагедии. И замечательный педагог вот в том доме пионеров мне сказала: Лен, не хочешь, мы подготовимся на городской конкурс чтецов? Я говорю, хочу. Она говорит, только будем читать с тобой не героическое, а будем читать Паустовского «Грач в троллейбусе».
Я честно вам скажу, я не помню, какую премию получила. Я была лауреатом этого конкурса, и Маргарита Рудольфовна меня запомнила. Это очень долгая история. Кать, я всегда говорю, что я, как сказать, я не актриса. Я вообще не хотела ею быть. Но как-то все как-то тихо-тихо подбиралась туда. И поэтому эта история очень долгая. И вы не поверите, был какой-то женский форум в Москве, когда съехались все женщины со всех стран мира. И, естественно, пионеры должны были приветствовать дети, да, это собрание. И стали искать детей по всей Москве. Лето было. И кто остался, кто есть. И Маргарита Рудольфовна вспомнила меня. И мы прошли там небольшой конкурс, меня отобрали. Мы подготовились к этому выступлению. И в результате всего Маргарита Рудольфовна предложила мне у нее заниматься. И все. И это решило мою судьбу. Вы с первого раза все равно в Авгик не поступили. Кстати, почему вы в Авгик пошли? Нет, я сначала поступала в Амхат. Артисткой можно быть только в Амхате. Вы так думали? Конечно. Но я дошла до 3-го тура и не была принята. Но, Катя, не поверите, ни рыдания, ни слез, ни залом абсолютно. Я считаю, не поступила, ну что. Пойду-ка я буду врачом. Или пойду-ка я в какой-нибудь там в институт культуры, буду дирижером. А у меня, вот я вам говорю уже, что мне всегда везло. Моим педагогом по музыке, не поверите, в школе был Олег Александрович Пирогов, сын знаменитого баса, солиста Большого театра Александра Пирогова, ученик Хачатуряна, композитор. И он был замечательный педагог, но, во-первых, просто человек, на мой взгляд, очень талантливый. Он давал нам играть свои произведения. И я, придя вот в Институт культуры, я сыграла то, что играла у Олега Александровича. И педагог, который набирал класс, она говорит, а откуда у вас это? Я говорю, это мой педагог. Она говорит, мы учились вместе в консерватории. Вы приняты. Но я не пошла. Я не пошла в Институт культуры. Я просто подумала, ой, зачем? Я еще подожду. Я сначала работала в детском саду воспитательницей. И это был классный опыт. Потому что у меня были маленькие детки, 3-летки. На меня сразу накинули там 25 человек. Какая вы были воспитательница? Хорошая. Я вам расскажу. Знаете, я же потом работала учительницей пения в школе. У меня, естественно, не было никакой подготовки. Вот как 18-летняя девушка, которой на самом деле трудно, но очень интересно. Очень интересно. Дети-то все разные. И я не знаю почему, но у меня получилось их научить, там, не знаю, петь акапеллой. Мы не всегда могли петь там в зале, потому что инструмент был только один в зале. Он иногда был занят. И даже уроки пения проводились в классе без инструмента. Но мы как-то пели, мы что-то новое для себя открывали. Ну, когда вот тебе 17 лет, а у тебя 25 человек, группа ужас, детского да. сада. Это правда ужас. Но когда ты молодой, когда ты такой молодой, ты, в общем, в чем-то безответственен, правильно? Ты же не представляешь, что может случиться. Вот я последнего одеваю, а первый у меня уже одет и, наверное, уже мокрый. А я не успеваю их всех одеть и вывести на улицу. Ведь ребенок может заболеть. Я как курочка была. Они мне, слушай, наверное, знаете, я думаю, им тоже было весело со мной просто. Я молодая же, я не кричала на них. Не кричали? Нет, конечно. На маленьких не будешь кричать. Мне даже одна учительница в школе просто сказала, Лена, они вас слишком любят, это нехорошо. Когда я уже в школе работала. Это нехорошо. Дети должны, она не сказала бояться, но они должны чувствовать, что вы учитель. Они меня воспринимали как, чуть постарше, сестру. Кто бы мог подумать, что потом вы сыграете такое количество советских учителей? А много? Да, много. Да, много. Я не помню. Одну помню, остальных нет. Это не важно. Но я думаю, этот опыт мне не помог. Это был другой опыт. Нет, конечно. Это была игра. Я не уставала. Мне было интересно.
Мне было очень интересно. Правда? Но через год вы все равно решили поступать на актерское. Ну, А почему в АГИК? Курс набирал замечательный педагог, гениальный актер. Вот да, отдельная история. Вот тоже я считаю, что это мое счастье, Катя. Это курс был Бориса Андреевича Бабочкина, о котором все сейчас забыли. И мне это ужасно больно. Бабочкин великий. А кто о нем помнит? Катя, кто о нем помнит? Он великий артист не только потому, что он как бы вошел в историю, в умы своей гениальной ролью Чапаева, да, которая, на мой взгляд, я уже могу об этом, наверное, говорить, потому что мне уже очень много лет, и я уже жизнь прожила, и, наверное, может быть, что-то понимаю. Эта роль, она стала для него в определенном смысле трагической. Потому что уже, что бы он ни играл, особенно как бы в советском репертуаре, он воспринимался как Чапай. И никто не хотел его видеть другим. Бывают такие знаковые роли, которые определяют даже, если хотите, я не знаю, даже время в определенном смысле, да, которые влияют на зрителя так сильно, что да нет, больше ничего не надо. Мы не хотим видеть другого Бабочкина. Мы видим только Чапаева. И Борис Андреевич, я даже не знаю, как это объяснить. Через что ему пришлось внутри себя пройти, чтобы не потерять себя, а сохранить себя. Для того, чтобы сыграть и сделать то в Малом театре, что не сделал никто. Его спектакль «Правда хорошо, а счастье лучше» – это гениальный спектакль. Это очень-очень для меня трудно сформулировать, но хочу сказать, что жизнь человека и вообще, наверное, творческого человека, она продолжается до тех пор, пока ему интересен не только он, как бы в этом, назовем, в искусстве, да, а интересно все то, что происходит рядом с ним. Он должен почувствовать воздух, которым дышат молодые, которым питаются молодые. Не для того, чтобы находить новые формы, да, но для того, чтобы не остаться таким замшелым классиком, так скажем. Это очень примитивно. Мы ставим Чехова, да, вот только так, вот в этом каноне. А если я вдруг что-то соединяясь с сегодняшней жизнью или с моим ощущением времени, я увидела что-то другое. Нет, нельзя. Ты не можешь не видеть, не чувствовать ничего другого. Вот есть определенная схема, да? Вот классику можно читать и ставить только так. И по-другому, просто запрещено. Этого никто не поймет, не примет, и никому не интересно. Борис Андреевич, будучи уже, человеком, даже уже не 40-летним, он поставил гениальный, молодой. Вот если говоришь молодой, то этим все сказано. Это энергия, это мысль, это ощущение жизни. И это, как ни странно, очень четкое, очень тонкое ощущение и классики. Это замечательный спектакль был. Я бесконечно благодарна судьбе, что я училась у него. Хотя Борис Андреевич, наверное, не был гениальным педагогом. Он был гениальным актером, гениальным мастером. Мы были его дети. И знаете, как родители дарят себя своим детям. Вот это была наша история. На самом деле, с самого начала Борис Андреевич, я думаю, не особенно верил в меня, я так думаю. Меня приняла на курс Бабочкина педагог Полина Ивановна Лобачевская, которая работала вместе с ним, которая в меня поверила. Вот она в меня поверила, и можно сказать, что она меня приняла. Подождите, но у вас там преподавали же совершенно невероятные Паула люди. Дмитриевна Волкова. Да. Мамардашвили там читал лекции в то время. Не у нас. Мы же актеры. Нет, то есть у нас только режиссером была такое по счастье процессу. было? Да.
А вам историю КПСС читали? Конечно. Чтобы повышать ваше актерское мастерство? Ну, конечно, чтобы мы не ушли в оппортунисты. Чтобы мы правильно понимали. Про Волкова расскажите. Вы понимаете, Павла Дмитриевна Волкова в то время, она же была очень-очень молодая. Но это просто подарок судьбы, то, что мы учились у нее. Ну, это же она про вас сказала, что вы девочка со свечкой внутри. Но она, наверное, хорошо ко мне относилась, да? Мое счастье, что я училась в ВГИКе. Потому что ВГИК – это особая история, это особый институт. В наше время особенно. Это не только то, что ты выпрыгиваешь в коридор, и мимо тебя проходит, там, не знаю, Ром. Мимо тебя Хохлова. Вдруг. Можете себе представить? Там, ну, я не знаю, Герасимов, Макарова. А я, как бы то ни было, но я девочка из провинции. Правильно? Я из Красноярска. И это все вот вокруг меня. Это совершенно удивительно. Совершенно какой-то другой мир. Мир, о котором я даже никогда не мечтала. Мало того, что мы все время общались с ребятами из других мастерских, там режиссеры нас приглашали к себе, и мы участвовали в их отрывках, там, маленьких киноэтюдах, в картинах. Но каждый день в коридоре там маленькие кинозалы. И в каждом кинозале что-то смотрят. Кому-то привезли, там кто-то говорит, мастерская Чухра и смотрит 400 ударов. Когда? Там в 3 часа, 3:30. Значит, все бегут туда. Потом в следующий день кто-то смотрит, ну, предположим, «Унесенные ветром». И, значит, все бегут туда. А там мастерская Дзигана смотрит еще что-то. И ну, вот эта атмосфера кино, она была... во-первых, она была не... она была твоей жизнью. Ты ходишь каждую неделю и общаешься с этими совершенно потрясающими, талантливыми, кто-то гениальный человек. Это совершенно удивительно. А когда ты еще... На 2 курсе я, по-моему, снялась в «Короле олене» уже. Да, ой, «Король олень», мне так нравится. Да, я тоже люблю это кино. Я там бегала смотреть всех. Тогда молодых. Табакова, Яковлева, Ефремова. Я бегала на все съемки. Где-то на юге же снималась это. Да, в Ялте. В Ялте. Да, классно. Но я не бегала загорать, я бегала на съемки. Я бегала смотреть, как они играют. Классно. Это было чудо. А как вы туда попали? Как? Пробы. Вот я удивляюсь, Кать, все говорят о том, что в ВГИКе это вообще такие жуткие были правила, никого никуда не отпускали. А я все время снималась и ни у кого не отпрашивалась. Меня утверждали, и я играла. Ну, классно. «В горах мое сердце» – это какая-то новая глава вашей жизни? Это что-то совсем уже отдельное? Наверное. Да, вот была курсовая работа, которую делали Рустам и Ира Киселева. И вот я у них играла. И это было чудо. Ранняя Москва, там прозрачная, волшебная. Мы снимаем кино. Да, Катя, все равно же, вот когда тебе 20, когда ты веришь в себя, и когда вокруг тебя, то есть вот эти люди, вот тот же самый Рустам, да, ведь важно то, что они вот эту девочку, как бы, ну, вот так вот, без лица, так скажем, да, пока не накрасишь, не видно лица. Вот они ее выбрали, да, и Это они... вы так про себя сейчас? Да, про себя. И они вот впустили тебя в свой мир, и в свое это волшебство, в эту там маленькую, я помню, квартиру у Иры Киселевой, где Рустам сидит и все время что-то рисует. А я, конечно, влюблена. И Ира там, они о чем-то разговаривают, готовятся к съемкам. Там платье шьется, непонятно там из чего. Какие-то пуговки пришиваются. И говорят о том, когда с ним, когда там утренний режим, когда ночной. А ты тут вот как-то существуешь. И на тебя вроде никто не обращает внимания, но ты все равно в этом мире. Вот ведь круто, что ты в этом мире живешь. Да? Как это оценить? Да это никак. Это твоя жизнь. Кстати, вот то, что я снималась в «Цветах запоздалых», это вот Хамдамыч меня туда сосватал.
Как вы его называете? Хамдамыч? Ну да, ладно. Рустам меня там... Да. Люся Назарова, которая играла главную роль, да? Вот, она замечательная. И она, по-моему, снимала квартиру где-то там на Арбате. И Рустам у нее был. А у Люси Назаровой у нее был сосед Анатолий Миронович Нали. Соседи очень часто выходят на кухню, пьют чай, разговаривают разговоры об искусстве. И Анатолий Миронович, он как бы пожаловался, не может найти артистку. Цветы запоздалые, ему нужна вот молодая какая-то там девушка. А Рустам с Люсей сразу говорят: зачем им искать? И у нас Лена есть, Соловей. Да, говорит Анатолий Миронович, покажите мне ее. Значит, Рустам с Люсей прибегает. Лена, а я только что отрывок «Чайки» мы сыграли с Костей Сарыниным. Значит, Лена, вот, значит, надо сыграть отрывок. Ну, надо. Они привозят Анатолия Мироновича в Авгик, и мы играем для него вот наш отрывок «Чайку». И Анатолий Миронович утверждает меня на роль Марусси. И все. Можете себе представить? Вот ведь, вот этот гик, вот бывает. И я, Катя, играю с великими актерами Московского художественного театра. Я даже об этом никогда мечтать не могла. Я репетирую вот в той аудитории, в которой я не прошла 3-й тур. А я вот сижу с актерами Московского художественного театра и репетирую главную роль. И вы тогда верили в то, что это все реально? Или вам казалось, что это сон? Это было нормально. Это было совсем нормально. Про Хамдамова. Да. Тогда уже говорили, что он гений? Или тогда все про всех говорили, что они гении? Я думаю, что на курсе, конечно же, он был... Ну, как всегда бывают на курсе какие-то студенты, отмеченные печатью одаренности особой. Конечно, это всегда бывает. Но это иногда может быть ошибкой же, да, в общем-то. Но вот после того, как вышло «В горах мое сердце», да, когда мы показали эту картину на нашем Гиковском фестивале, ну, тогда, да, все заговорили о Рустаме, естественно. Но как для меня он всегда был не, ну, как сказать, нельзя сказать, ну, волшебным человеком всегда. Как объяснить это, я не знаю. Внутренний мир. Вот если я изменилась, я говорю по-другому. Я это знаю. Да? Я знаю, что как бы жизнь наложила на меня отпечаток. То есть и голос изменился, и манера говорить, все изменилось. А Рустам – это тот же человек. То есть его стержень настолько сильный, и он настолько не подвержен никаким влиянием, я не знаю, ветра, влиянием, чего бы то ни было. Вот он сам такой, какой он есть. Я всегда собирала его, он, знаете, сидел всегда и рисовал что-то, и бросал. А я все это собирала. И у меня дома есть какие-то такие, просто какие-то наброски, никакие. Но почему-то меня это завораживало всегда. Да. Но это было удивительное время. И самое главное, что это... Вот это мое счастье. Как он работал с артистами? Вот давал нам текст, и мы его играли. Но текст особенный. Ах, вот он что. Ну да. А потом, Кать, он же... Ну, мне кажется, это очень важно. Режиссер, ну вот Рустам, он выбирал того или иного актера, ту или иную актрису, не, потому что он чувствовал этого человека, он знал, чего от него ждать. И что очень важно, вот понимаете, какая история? Очень-очень давно я сказала такую вещь, что Рустам меня придумал. И мне нравится этот образ, вот что он меня придумал. Но суть этого в том, что в каждом человеке можно найти лучшее. И каждый человек талантлив. Только должен найтись тот человек, режиссер, сценарий, я не знаю кто, любимый, кто угодно, который показал пальцем и сказал: посмотрите, какая. Посмотрите. Другой такой нет. Ну, правда? Это важно. Вот это сделал Рустам. Он сказал: посмотрите, какая девочка. Все. Вот, понимаете?
И снял меня в своей картине «В нечаянных радостях». И в «Горах мое сердце» до этого. Правда ли, что сюжет «Нечаянных радостей», я сейчас попробую пересказать, Да, вы да. меня поправьте, если я не права. Да. Сюжет таков. Актриса Вера Холодная и ее сестра во время гражданской войны узнают легенду о том, что есть какой-то волшебный ковер. И если его найти, и если на него капнет кровь невинно убиенных, то война закончится. Они ищут этот ковер. Параллельно Вера Холодная влюбляется в режиссера фильма, в котором она снимается. И вот они его уже нашли ковер, но линия фронта подходит близко, режиссера убивают, он падает на ковер, его кровь проливается, но война не кончается. Так? Но это же, во-первых, совсем не то, что потом было в «Рабе любви», а во-вторых, будь эта история рассказана, она, наверное, вообще бы поменяла там, весь ход советского кинематографа. Это же совершенно, это про другое. Это про другое, да. Ну вот, может быть, поэтому все это и никак не состоялось. Может быть, как-то вот так случилось, что этого не произошло. А вы видели полный фильм? Кать, Ну, честно. я видела то, что видели все мы. Вот эти То, что есть. Да. кусочки. Ну, да, то, что было снято во Львове. Может быть, нет нескольких кадров. Горюете вы по этому фильму? Вот что его нет? Я только, знаете, о чем печалюсь? О том, что это была драма и трагедия для Рустама. Вот об этом я, да, печалюсь. И о том, что, мне кажется, я даже не могу этого объяснить. Трудно, то есть я же не могу представить, что бы случилось и как бы все закончилось. Ну, очень трудно представить это. Поэтому там была, наверное, какая-то странная и мистическая история. Действительно, это драма для Рустама. Конечно. И как бы касательно, наверное, это я чувствую не то чтобы свою вину, но мне нет, слово «жаль» неправильное. Я не могу подобрать слово правильного, потому что это... Но мне кажется, вот то, что... Но я в самом деле не могла ничего сделать. И то, что... Можете с самого начала эту историю рассказать? Вот есть сценарий Кончаловского Да. и Хамдамова. Да. «Нечаянные радости». Запускается фильм, Да. где режиссер Хамдамов. Вы Да. в главной роли. Да, Что я дальше и Наташа. И Наташа Лебе. У нас как бы две главные роли, потому что мы сестры, и мы центр этого фильма. И мы выезжаем во Львов, но как бы изначально почему-то все так было плохо организовано. Как бы внутри там картины происходило все время какое-то, ну так скажем, противодействие тому, чтобы это случилось. Кать, если честно, но я не могу, наверное, может быть, я не имею права все рассказать. Потому что у меня своя версия всего, а как бы официальная версия другая. Официальных версий я слышала как минимум 4. Поэтому какая из них официальная, совершенно непонятно. Не, ну дело не в этом. Наверное, я не очень могу рассказать обо всем, потому что, во-первых, это такой кусок жизни, который я не могу вынуть из своей жизни, вообще просто из жизни, да.
И там есть, возможно, мистика, некая незавершенность, чего-то не случилось. И я думаю, что мы должны считать, что версия Рустама, она правильная. И другой версии быть не должно. Пусть это будет так. Не сердитесь на меня. Я вообще, нет, я не сержусь, я наоборот подвисла, это я задумалась. Картину остановили. Она не была снята. То есть снят был материал. Тот материал, который есть. Когда я увидела этот материал, я его Рустам показал. Я сказала, боже мой, как красиво. Рустам сказал, плохо, 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 все плохо, плохо, надо все переснять. Боже мой. Но это Рустам. Это нужно его... Но это не потому, что надо все переснять, а это потому, что его мир. Понимаете? Потом на нас все время писали доносы на Рустама, на группу. Мы снимали без декораций, но без всего. У нас только были гримеры, по-моему. Мебель, все декорации собирали во Львове, писали объявления, принесите, кто что может. Там. Вот тюль, она была сделана, по-моему, из какого-то операторского тюля что-то. Снимали не по сценарию. Рустам нам давал текст, мы его учили, и на следующий день мы играли. Но это было волшебство. Это было волшебство. И потом вдруг приезжает там какое-то руководство из Мосфильма, потому что пишется там доносы, не снимайте по сценарию, плохо, да, что все это надо привести как бы к знаменателю, что это такое. Приезжают из, я не помню людей, человек, который приехал, могла бы вспомнить, но сложно. Он видит материал, он ему нравится, но все-таки они решили приостановить картину, приехать в Москву и там решить, что дальше делать. Материал показывает СИЗО. Это директор Мосфильма. Ему нравится этот материал, но он просит Рустама написать как бы экспликацию. То есть о чем он хочет снимать кино. Имеет, наверное, на это право, поскольку он директор Мосфильма, тратятся государственные деньги, понятно все. А Рустам решил, что он пока спрячется ненадолго, это моя версия. Он как бы уйдет от этого, потом все затихнет, и он начнет опять снимать. Уже там все по-новому. И все. И он исчезает. Исчезает, уезжает из Москвы. Насколько я понимаю, да. Потому что когда я звонила, не могла дозвониться, и все. Уехал, я уезжаю в Ленинград. Насколько я понимаю, картина была запущена в объединении Чухрая. Это хозрасчетное объединение. Значит, они зависят от денег. И если так вот примитивно говорить, все остались без денег. Андрей Сергеевич, там, оператор, все. Деньги истрачены, но картина не закрыта. Остались какие-то деньги на съемку фильма. И говорят, так, картину надо доснять. Есть материал, давайте доснимем. Другой режиссер. Этот режиссер исчез. Рустама нет, его просто нет. И, может быть, конечно, если поискали или еще что-то, да, может быть, не знаю, может быть, плохо искали уже. Насколько я знаю, приходили какие-то режиссеры. Но как приходили, так и уходили. Никто не хотел, понимал, что не может доснять картину. И тогда, опять же, как я понимаю, моя версия была такова, и на самом деле, насколько я понимаю, это так и случилось. Никита Сергеевич возвращается из армии. И Андрей Сергеевич говорит, слушай, Никит, ты досними быстро. Там остались какие-то... сними, что тебе? Никита Сергеевич, к его чести, посмотрел материал и сказал, я доснимать не могу, потому что это не мой материал. Хотите, напишите для меня новый сценарий, и я вам сниму картину. И пишется новый сценарий, новый, другой, не Рустама, не тот, который был написан раньше Андреем Сергеевичем. И на оставшиеся деньги должны снять картину. Мне звонят и говорят, что там вот запустилась картина. Сказал, нет, я не снимаюсь в продолжении картины, извините. С другим режиссером то же самое, невозможно. И, конечно, я не могла участвовать в продолжении. Просто это невозможно, потому что это кино Рустам. Мне сказали, Елена Яковлевна, это другое кино, это другая картина, и снимает Никита Сергеевич Михалков. Вот Никита Сергеевич Михалков, на него я клюнула, честно говоря.
Потому что я посмотрела вот это кино «Свой среди чужих». А там даже сейчас, когда я иногда смотрю, я думаю, боже мой, какие все счастливые. Там актеры счастливые. И это очень заразительно. Вот так играть раскованно и счастливо могут только тогда, когда вот там за камерой стоит режиссер, который любит артиста. Он вкладывается в артиста, он знает артиста, он знает его природу. И я согласилась. У меня были пробы. На пробе у меня, Катя, была моя последняя сцена объяснения с Потоцким. Я это помню. Можете представить, какие они сволочи, что дали такую трудную сцену. И я думаю, ну как бы это к картине не имеет никакого отношения, что на пробе я ее сыграла лучше. Ну, такое у меня чувство. Неважно. Я как бы прошла проба, и вот меня потом утвердили. Вот и все. Но это другое кино. Это другая эстетика. Это вообще про другое. То есть вы в «Рабе любви» и вы в «Нечаянных радостях» – это два разных образа? Конечно. В «Рабе любви» это там у меня вообще практически у главной героини не было костюмов. Все было из-под бора, какие-то странные вещи. Да, потому что, Катя, вот такая штука интересная. Сейчас вам скажу про «Рабу любви». Когда она снималась, пусть меня простят все создатели этого кино, она снималась легко, безответственно, и мне даже можно сказать такое слово хулигански. Денег не было. Главный, как сказать, мотив был выехать всем семьями в Одессу, на море и снять кино. Я поехала, мне сказали, когда меня уговаривали, вы поедете с мужем, с ребенком, вам снимем номер, только все. Едем отдыхать и заодно снимаем кино. Дивно. Все жили в одной там гостинице. Все вечерами встречались с Никитой Сергеевичем, с Радиком на репетиции. Ну, все на одной кухне готовили там что-то. За детьми бегали на рынок, все вместе покупали. Быстренько завтрак готовили, бежали на гриб. И вдруг, ах, вот именно потому, что это было совершенно безответственно. Там есть легкое дыхание, там есть флер. И там все происходило, опять же, от того, что это было безответственно. От того, что мы все были не обременены, там, не знаю, государственным заказом, необходимостью то-то снять, все, а просто надо было как бы израсходовать деньги и получить деньги. Все за очень короткое время. Все это было вот легко. И от этого совершенно, может быть, не случайно, может быть, это и замечательно. Вот появилась... Никто не думал об идеологии, хотя, ну, она там есть тоже детская такая, да, эти революционеры. Революционеры хорошие, а белогвардейцы плохие. Да, понимаете? Детское кино, абсолютно без головы. Понимаете? Вы помните, как вы «Рабу любви» впервые уже увидели смонтированную, озвученную? Да, помню. Картину я увидела, когда мы снимали неоконченную пьесу в Пущино. Никита Сергеевич привез картину, как премьеру сделал, значит. Я первый раз ее видела. Я не была на премьере вообще, а вот в Пущино эту премьеру я очень хорошо помню. Я увидела, как... Ну вот что я именно увидела, я не помню, но когда мы все собрались там, у кого там в номере, я сказала: Никита Сергеевич, у нас получилась живая женщина. Она живая, это самое главное. И вот я считаю, что эта картина замечательна тем, что там есть... важные такие вещи. Во-первых, там гениальная музыка Артемьева. Понятно, что Никита Сергеевич, как бы без него ничего бы не было. Вообще кино – это детище режиссера. Мы только вливаемся. Он, если хотите, использует даже всех. Даже опять, да. Там гениальный Паша Лебешев, который придумал что-то совершенно фантастическое. Я же не знала об этом, конечно. Вот засвечивать пленку, чтобы было какое-то удивительное изображение. Это тоже от того, что была безответственность. Понимаете, вот это круто. То, что это было легко шутить. Да попробуем. А давай вот это попробуем.
Вот в этом была какая-то раскрепощенность внутренняя. И там есть одно очень, очень важное событие. Там есть эта женщина. Эта женщина совершенно... Вот к ней ничего не убавить, не прибавить. И там, Катя, при всей этой легкости происходили удивительные вещи. Вот сцена, когда она приходит с коробкой к вот герою Никиты Сергеевича, помните, она там ему говорит: я была в обмороке просто после съемок. Я падала в обморок. Понимаете? Я еле стояла на ногах. Я ничего для этого не делала. Ничего особенного. Понимаете? Когда там еще какие-то сцены, я помню, у нас была одна сцена, вот Никита Сергеевич ее не вставил как бы в окончательный вариант, потому что если бы эта сцена была, был бы конец картины, дальше нельзя было ничего снимать. Когда она вот после этого поезда, она, значит, там что-то стоит у дерева, я это помню, и Потоцкий уговаривает ее уехать. Она, слушая его, то есть она как бы абсолютно растеряна, она его слушает, из нее льются слезы, она как бы выслушала все, но не понимает, она не понимает, что ей делать. И все, она без текста была. Я стою у дерева, Никита Сергеевич, там музыка у нас обязательно включается, это хорошо. Мотор там начали, я поворачиваюсь, и я слушаю, значит, Радика. Стоп, сняли. И Паша, гениальный Паша, извиняясь, говорит: Лена, можно еще раз повторить? Я говорю: да, конечно. Я поворачиваюсь и еще раз играю. Паша говорит: Лен, ты извини, но у нас опять что-то не получилось. Можно еще раз повторить? Я говорю: да, конечно. Отворачиваюсь и опять играю вот это, ну, я не знаю, опустошение. На самом деле сыграть все это очень... Не то, что это невозможно. Этого не, на самом деле, ну, нельзя делать этого, потому что это совершенно тебя разрушает, опустошает. Ну, и трудно, я не знаю, как. Я не знаю, как я это делала. Просто не знаю. Но это делала не я. Это вот с ней вот что-то происходило. И вот эта женщина, она... Господи, простите меня все, она совершенна. Вот в своем несовершенстве. Понимаете? И вот это одно из тоже важных событий в этой картине. Вот произошло это чудо какое-то где-то там. Я очень редко смотрю эту Рабуль. Ну, то есть вообще не смотрю. Я только, если музыку иногда послушаю Артемьева, потому что она гениальная музыка, конечно. Конечно же. И я посмотрела это кино и не могла смотреть его без слез. Я плакала, потому что я поняла, что этот мир навсегда потерян. Все улетело. А потом вот вышел этот пост Аллы Борисовны. Я думаю, боже мой, все как-то вот думают, где-то вот витает это в воздухе. Но я бы сказала другие слова. Не эти слова главные. А где же ты, любовь? Где же ты, любовь? Мы потеряли любовь. Мы разучиваемся любить. Вот вы всегда спрашиваете там что-то, где правда или что. Правда в любви. И больше ни в чем, Катя. Вот. И вот, ну, все. Круг замкнулся. Вот такая история. Что вам из российской вашей жизни снится? Кать, честно скажу, почти ничего не снится. Мне только иногда снится наша с Юрой первая квартира, ну да, на Марата, где мы жили с детьми, где мы были счастливы. Квартира мне очень часто снится. Какая-то странная квартира. Но вот да, мы там были очень счастливы. Там, где гостиница Гельвеция. Это наш дом. Ну, он же сейчас переделан весь, естественно. У нас была квартира. Дети ездили на велосипеде по коридору. Круто. Ну и там было хорошо.
Да. Знаете, какая самая любимая картина моего мужа? Какая? Жена ушла. Мы с дочкой все время... Я говорю, Ира, ну это песни. Ну почему? Классная картина. Да, но я ее тоже люблю. Но как бы, понимаете, если я люблю картину, я ее люблю за то, что было внутри. Вот важно же... Кать, это же кусок жизни, да? И вот я не помню, как что снималось. Но я помню, как мы были друг к другу, как вот прилеплены, как мы понимали друг друга, да? Как мы любили друг друга все, что происходило между... Но именно не между характерами, а между людьми. А с Филатовым на вам и не снилось, вам было легко работать? Да, замечательно. Это моя любимая картина. Смешная. Но она хорошая картина. Почему да. смешная? Нет, вы смешная. Я это имею в виду, Катя. Дело в том, что... Ну да, зрителям нравится эта картина, и вот эта вот героиня. А я немножко к ней по-другому отношусь. Я бы хотела ее видеть немножко не такой романтической, так скажем, знаете. Романтичная, просто Нет? очень несчастная. Несчастная, да. Это такая линия вот этого абсолютного одиночества советских женщин, которых воспитывали совершенно по одному, а получилось совсем другое. Она же разговаривает с мертвой мамой, а живет с котом вообще-то, и с мужчиной, которому она не нужна. Ну да, Но это же вот ужас. очень красиво. Я вот об этом не думала на самом деле. Да, это классно. Хорошее ощущение, да. Как бы у нее нет жизни. Вот на самом деле вот та учительница, которая мне говорила, вы очень добрая, нельзя быть доброй. А вот она очень похожа на нее. Она такая была, ну вот так скажем, учительница. Она жила этой жизнью. Для нее это было все. Вот школа. Даже не столько дети, как ни странно, а вот эта работа. Она была очень строга, я это помню. Она так с ними разговаривала сурово. Она все время проводила в школе. У нее не было другой жизни. Но она считала, что вот это очень важно. При этом советский кинематограф производил эти образы учительниц Да. в больших количествах и вкладывалось в них другое изначально. То есть вот это такая же почти сказка о Советском Союзе. Кать, понимаете, какая история? Вообще, вот мы все время там говорим о Советском Союзе. Я же советский человек, совсем очень советская девочка. Я родилась после войны, тем более, в счастливое время. И мы, дети, не были так заорганизованы, так уж ужасно. Может быть, это Красноярск, я не знаю. Не было такого муштры, что ли, в смысле муштры чувств, деяний. Мы все время занимались искусством. Но я думаю, что то, что это было время именно послевоенное, возможно, люди немножко... Пережив вот то, что они пережили, им нужен был свежий воздух. Они без этого бы умерли. И поэтому они, наверное, инстинктивно, они вот все, что касалось, так скажем, идеологии, это все отбрасывалось. Потому что идеология это была вот на войне. Это уже ушло, это уже прожили. Надо жить сейчас, надо дышать, надо любить, надо касаться друг друга, надо чувствовать друг друга. Понимаете? Надо чувствовать, надо выпивать, надо курить, надо собираться. Это нужно. Потому что я помню эти бесконечные гости. Гости у нас, гости у наших соседей. Суббота, все собираются, праздник, я не знаю, 7-й, неважно. У кого-то день рождения, весь двор. Мы дети во дворе, мы просто от друг друга не отлеплялись. Все время какие-то игры играли. Что мы думали о пионерии, об отрядах, куда нас пошлют, я не знаю, макулатуру собирали. От этого такая фантастическая самоуверенность, когда я приехала в Москву. Конечно, от этого. От чего еще, Кать? Вот увидел, я хочу, я могу. Очень многие думают, пойти или нет, я провалюсь. А я нет, я хочу. Я хочу, и я могу. И не такая уж я была смелая. Да, вот такая какая-то свобода. А потом родители были молодые, даже никто дома не воспитывал. Моя мама вообще строгая, хоть и веселая.
Но воспитанием вот таким она не занималась. Ну, как бы и так были. Знаете, когда родители счастливы, особенно и воспитывать не нужно, все хорошо, правильно? Но мы все время, как мы были предоставлены вот своему двору. Делали, что хотели. Уроки только сделали, и все. Бегали по всему Красноярску, на Енисею, там чего-то собирали, камушки, бегаем по Енисею, замороженный Енисей. Там зеленая вода красивая очень. Вообще очень красивый. Город детства. Дом-музей Сурикова, главная достопримечательность нашего города. Часовенка там, я помню, и церковь. У нас был театр оперы и балета, драматический театр в городе Красноярске, между прочим. У нас был детский кинотеатр, где для детей показывали фильмы. Вот после диафильмов, которые мы смотрели на простынях и в школе даже, да, вдруг открылся кинотеатр. Ой, это было круто. Там продавались пирожки, и мы смотрели «Завороженные». Вы можете вспомнить, как вы вообще впервые увидели своего будущего мужа? Это, как увидел, мы целую картину снимали «Драма старинной жизни». И я его не замечала, на самом деле. Ну, у меня другие были увлечения. Вы вообще влюбчивые, что ли? Ну, в общем, да, наверное. Но потом вот вдруг вот так что-то случилось, вот что-то произошло. Судьба. Я всегда говорю, судьба, наверное, да, наверное. Что-то произошло. Ну, в 24 года ты же не думаешь, вот, это судьба. Ну, вот. Ну, ты думаешь, вот это любовь? Нет, ну вот так случилось, не знаю как. Правда, наваждение. Может быть, наваждение. Правда, правда. Потому что, ну, действительно, целую картину снимали, и другие у меня были влюбленности, метания и переживания. Потом вдруг, почему, не знаю. Правда, не знаю. Получается, он первый влюбился в вас? Ну, может быть. Но его нет, мы не можем его об этом спросить. Тяжелое было решение уехать в Ленинград? Да. Потому что я даже не понимала, конечно. Да, как-то так вот, как в омут. Так бывает в 24 года. Ну, судя по тому, что вы прожили целую жизнь вместе, вы не пожалели об этом? Нет, конечно. Это тоже мое счастье, моя удача. Потому что могло бы не случиться. Что такое любовь? Любовь. Когда ты не можешь жить без этого человека. Это необходимость друг в друге. Вот, ты даже не понимаешь, почему. Люди абсолютно разные, совершенно не похожие друг на друга. И, наверное, живущие разными интересами. Но вот ты понимаешь, что вот ты как бы... Ну вот ты совсем вот прилепился, тебе так хорошо, так уютно. Тяжело вам было к Ленинграду привыкать после Москвы? Я даже как-то не задумывалась, у меня там масса была забот, дети. Москва другая. Москва, она такая как бы широкая, такая купчиха. Да? И в ней, конечно, уютнее. Мне кажется, она всех принимает, любит всех, хлебосольная. А Ленинград тогда, ну, он был холодным, конечно. Мне хватало тепла моего дома. Что такого вы сыграли у Владимирова, в чем вы обрели свою актерскую уверенность? Там же была какая-то такая важная роль, где вы играли совсем не похожую на раболюбивую Да, женщину. победительница. Да. На самом деле, там очень смешная история была, потому что Владимир вообще не знал, что есть такая артистка Елена Соловей. А гениальный Виктюк принес в театр, не смейтесь, Анну Каренину. Насколько я понимаю, Алиса Брунна, гениальная актриса, и просто актриса этого театра, который был создан для нее, она, видимо, отказалась от этой роли. И Игорь Петрович, наверное, хотел, чтобы Виктюк поставил, или Виктюк хотел, не знаю. Поставить Анну Каренину. Все происходит так, как именно записано в книге судеб, и как это должно быть. Завлитом в этом театре Ленсовета в ту пору была Татьяна Шварц, а я с ее мужем делала какую-то работу. Мы делали вместе Таня, ее муж Лев, они очень хорошо ко мне относились. И вот Таня посоветовала Игорю Петровичу, вот предложите Виктюку Лену Соловей. Кто такая? Ему показали Обломова. Он сказал, что одна сцена там его потрясла. Он мне рассказал, вот как бы Виктюк собирается делать. И вот он согласился, когда ему предложили меня, он сказал, да, здорово, давайте. Он же авантюрист. И после этого я знакомлюсь с Виктюком, совершенно гениальным, потрясающим.
Но это и хорошо, что мы были только знакомы. У нас не было времени разочароваться. У него не было времени разочароваться во мне. И я знакомлюсь, я смотрю спектакль «Сашка» на малой сцене, который поставил Виктюк. Мы знакомимся с Виктюком. И, значит, я говорю, что да, хорошо. Виктюк говорит, да, хорошо, все. Все сказали хорошо, и мы ждем Виктюка. Пока мы ждем Виктюка, а Виктюк ставит Анну Каренину в театре Вахтангова с Людмилой Максаковой. И это был замечательный, интересный спектакль. Но спектакль, он занял больше времени, видимо, в подготовке. И Виктюк все не приходил в Ленсовет, не приходил. Игорь Петрович говорит, что, может быть, пока ожидаем Виктюка, может быть, на малой сцене поставим «Ночные забавы» Мирешка. Ну, я думаю, ладно, на малой сцене, театр рядом, я живу на Марата, театр здесь, на Владимирском. Ну, все, мне 5 минут ходьбы до театра, буду бегать на репетиции. Пока мы репетировали, пьесу запретили. И мы ее так и не выпустили. А в это время ко мне, вдруг мне звонит Виктюк и говорит: Лена, ты знаешь, Анна Каренина там еще неизвестно, но я буду ставить спектакль в театре комедии. Ой, я говорю, ну как? Я же дала слово Игорю Петровичу. Он говорит, давайте я приеду к вам. Он приезжает ко мне, читает пьесу, гениально. Я влюблена, конечно, вообще безумно. Но я говорю, как? Я не знаю. Я думаю, что я просто испугалась. И наши отношения не состоялись и в этот раз. И потом приносят победительницу. Арбузов – это такой советский сказочник. Он писал сказку про советскую жизнь. Сказка – это замечательно, это же мечта. Правильно? Сказка – это мы хотели, чтобы было, чтобы произошло, чего никогда не будет. Но помечтать-то можно, да? И Арбузов привозит, победительницу. И, насколько я понимаю, Алиса Бруновна отказалась от этой роли, потому что наша героиня отрицательная. Она не положительная героиня. Игорь Петрович предлагает мне. Я читаю, приношу домой Юре. Я не понимаю, почему я. Где раба любви? Я понимаю, что я провалюсь. Я понимаю, что это будет ужас. Но надо пробовать. То есть, раз я пришла в театр, давай попробуй. Пусть тебя там изобьют, упадешь, разобьешься в кровь. Поймешь, нечего тебе. Играй свою рабу любви, и больше ничего. Но Игорь Петрович, он же гениальный режиссер. Я понимаю, что он выстроил роль на меня. И наш спектакль, получился. Мы его играли всегда при аншлагах. Я не мню себя театральной актрисой. Нет, конечно. Театр для меня особая история. Это фантасмагория. Понимаете? Как говорят про кино. Кино – это отражение жизни. Ребят, какое отражение жизни? Это другая история. Это другие реальности. Театр – это пир чувств, познаний, мыслей. Безумно увлекательная игра, в которой есть два игрока. Есть артист, собственно, и зрители. И тот, и другой должны быть готовы к восприятию друг другу. И тот, и другой должны понимать условия игры. Трагедия, драма, комедия. И идти именно с этим в этот театр. Идти за неким, неправильное слово, обогащением, а за неким познанием себя. Мне так кажется. Но неважно. Игорь Петрович, он удивительно чувствовал природу театра. Поэтому этот театр был так необыкновенно популярен и интересен. Я любила этот театр. И используя меня, введя в свой театр эту пьесу, в роль, которая абсолютно с моей индивидуальностью не совпадала, но он там нашел это совпадение. А там у вас героиня такая грубоватая. Нет, она не грубоватая. Она же, понимаете, я для себя что придумала? Она принцесса, которая стала Бабой-Ягой. Она не туда себя направила. Понимаете? Она хотела быть принцессой. И но так. Ничего себе. И мне так было интересно, что со мной происходит на сцене. Потому что, боже мой, там что-то получилось, да? Ой, повторить бы это, я не знаю как. Потому что каждый раз со мной происходили какие-то разные вещи, совершенно другие.
И это мне было интересно именно в театре. Я же не театральный человек. Я не актриса театра. Ну, и не актриса театра, да. Да, я только училась, но может быть, не доучилась. У вас есть здесь еще и взрослый театр. Да, да, у нас есть театр. Вы кто в нем? Хозяин, главный режиссер, художественный руководитель? Как бы меня ребята все называют режиссером, но я не могу себя назвать ни режиссером, ни художественным руководителем. Я просто... я даже не знаю, как сказать. Я часть нашего театра, но я как бы такая... Вот я что-то придумываю, так скажем. На самом деле, никогда даже не думала, что я буду там что-то делать. Это способ мышления, который мне недоступен. А зачем вы это делаете? Но меня позвали, уговорили. Я не просто получаю от этого удовольствие, а вот я учусь, если хотите, жизни, что ли. У нас всего 6 человек совершенно замечательных, потрясающих молодых людей. Я думаю, они, наверное, возраста моей дочери, сына, где-то так, да. Совершенно удивительные люди. Во-первых, они состоявшиеся, они реализованные. Но вот им захотелось почему-то, я не знаю, поиграть в театр. Захотелось театр. Никто из них не профессиональный актер? Нет, только вы? Нет. Да, только я. Но люди очень разных профессий, классные ребята, и очень талантливые. Но самое главное, вот нас объединяет не просто там любовь к театру, а вот мы открываем для себя какие-то новые стороны жизни. Вот мы уже 5 лет вместе, и вот эта пандемия, начало войны. Последний спектакль мы сыграли в конце 2021 года, и потом просто не могли собраться. Но вот сейчас как будто не можем друг без друга жить. Что ставите? Но мы ставили и Чехова, и Зощенко, и Ильфа и Петрова, и ставили и детективы. Разброс очень большой. Вот ребята приносят пьесу, а я сажусь, если им нравится, мы начинаем в ней копаться. Мы даже «Дядю Ваню» делали в самом начале. На мой взгляд, это было замечательно. Вот для меня лично, когда вот у нас что-то получалось, или когда я начинала понимать, про что и что мы делаем, я всегда начинала думать о себе, что, оказывается, я что-то понимаю. Для меня интересно строить просто человеческие отношения. И вот в них, наверное, разбираться. Но я не режиссер. У меня нет концепции какой-то, да. Мне интересны человеческие отношения, они разные. И мне интересно, как люди существуют в разных совершенно ситуациях. И, по-моему, ребятам это интересно. Часть поступков в вашей жизни ничем другим, кроме как иррациональным чувством любовь, объяснить невозможно. Это, вот ваш переезд в Ленинград, ваш отъезд из России – это история про любовь? В определенном смысле, да, конечно. Катя, время, в которое мы уехали, это было на самом деле ужасно и драматично, если не сказать трагично. Но время было такое... вот ощущение какой-то неуверенности, безнадежности, оно было тогда. Интересно, что вы описываете, потому что очень многие ваши ровесники, ваши коллеги в том числе, говорят о 90-х как о времени надежд. Но я же не в 90-е уехала. Мы уезжали вот в конце 80-х. Ну вот 89-й год, когда выходят огромные митинги против 6-й статьи Конституции. Начинается какая-то перестройка, бурление, там что-то еще. Съезд кинематографистов знаменитый в конце-то концов. И общество памяти. Вы уезжали за общество память. Есть нет, я имею в виду, есть как метафора. Как метафору. Можем сказать так. Как-то было очень неуютно. Что-то произошло. Что-то происходило вокруг нас. Не помогающе легко смотреть в будущее. Все
застопорилось. Ну вот и решили. Хотя понимали, что мы уезжаем и мы теряем очень многое. Я считаю, что мне гораздо проще было принимать, конечно, решение. А Юра, он был ведущим художником на киностудии «Ленфильм». Он много работал, его люди уважали, любили, он профессиональный человек, очень талантливый. Ему труднее было бы вот найти себя, переезжая сюда. А мне, женщина, ну... Слушайте, а вы звезда. Камон. Ну, правда. Ну, Катя, это так смешно. Ну, что такое звезда? Ну, что это? Ну, что? Объясните мне. Узнаваемость и профессия в руках, которая всегда может вас прокормить даже в это тяжелое время. Да, но я не думала об этом, в принципе, по сути. Я умею что-нибудь другое делать тоже. Катя, шить, еще вышивать умею, убирать. Я же женщина, я должна уметь все. Самое главное, я умею любить, как мне кажется. И это очень важно. Вы уезжали в 91 году, через 10 дней после путча. Путч это был скорее показание к отъезду? Или, может быть, вы подумали, что стоит остаться, и у России есть шанс? Кать, у нас не было уже выхода, потому что мы уже были без квартиры, мы уже... Вы продали ее? Нет, мы ее не продавали, мы ее сдали государству. А, то есть это были еще те времена, когда ничего не... Нет, можно было продать, можно было... Ну, вот мы такие олухи. Да, и мы квартиру вылизали, вымыли, поклеили новые обои. Мы с Юрой вдвоем. Ну ладно. Клянусь. У меня Юра так, он считал, что все должно быть идеально. Хоть мы уезжаем, но мы должны все оставить в идеальном состоянии. Да, ну и просто у нас уже... Квартира была сдана, значит, нам просто нужно было уезжать. У нас не было выхода. Единственное, что могли закрыть границу, что было, наверное, вероятно. А обстановка была, как и вы в Ленинграде были в это время? Там же вот люди пошли на Дворцовую площадь. Да, это было круто. И ощущение того, что что-то меняется, и как бы некого такого внутреннего, как сказать, даже не восторга, но ощущение, если бы ты был в этой толпе, ты был бы причастен к чему-то невероятному, очень важному для страны, это ощущение было. Но, опять же, уже у нас не было шанса не остаться. Этого шанса у нас не было. Да? Невероятно. Ага. Были моменты, когда вы иногда сомневались, правильно ли вы сделали? Нет. Плакали много, когда переехали? Нет. Вот не поверите, мы сели в самолет, и я проплакала всю дорогу. Вот просто я не могла остановиться. А я не плакса вообще. Я проплакала всю дорогу, и все. Я выплакала, все. Я сразу сконцентрировалась на том, что мама, папа, брат, все должны быть со мной. Мое должно быть со мной. Все. Нет, я не плакала. А потом мне некогда было плакать, Кать. Дети пошли учиться. Все пошли работать, а я как барыня сидела дома с ребенком. Вообще, мне кажется, когда человек принимает такое серьезное решение для своей жизни, то есть профессии забыли. Этой профессии больше нет. Ну и что? Я понимала, что мой социальный уровень падает. Естественно. Да? Но меня это... Опять же, я очень счастливый человек. Мне легко. Я живу своей любовью. Мне этого достаточно. Вы себя ощущаете сейчас русской все равно или американкой уже? Катя, какая американка? Что такое русская? Русская – это мой язык, это моя культура, вся моя жизнь. Я вписываюсь в этот мир жизни в Америке как русская актриса. Конечно, я русская. А дети ваши, они считают себя уже американцами или все еще русскими? Они скорее русские американцы. Образование они уже получили здесь, но детство прошло уже в России. Паша до 14 лет, а Ира 19 лет было. А вот внуки, да, они, наверное, уже американцы. Это... Да. Не грустно? Нет, почему? Почему не грустно? Что касается культуры, то культура, она же как
как воздух, да, ее нельзя потерять, мне кажется. А что касается русского языка, вот у нас все дети говорят по-русски, очень многие родились здесь. Вот даже вот моему правнуку Леопольду моя Сонюшка читает сказки на русском языке. Это так интересно. То есть он понимает, он не говорит, но понимает. У нее такое чувство, что она должна, ей читали на ночь сказки на русском, и она Леопольду читает на русском языке сказки. Вы преподаете детям, здешним маленьким, русский язык и театральное мастерство немного? Мы делаем такие, ну так скажем, литературные маленькие композиции, спектакли и музыкальные спектакли. Я им читаю много. Вот когда ты им читаешь, открываешь книжку, их не слышно, не видно. Они сидят просто завороженные. От чего я не могу понять. Я им читаю сейчас детские рассказы Зощенко. О, ну конечно. На самом деле я удивлена, потому что, ну как бы и реалии немножко... Там пионеры есть всякие. Да, но до пионеров мы еще не дошли. Мы пока про животных. Животные не Умные универсальные. лошади, Да. там, умная собака, не очень умная кошка, не совсем умная кошка. Но вот это удивительное качество, я не понимаю, от чего это. Им ужасно интересно. Это и есть русский язык. Они слышат, они учат. А что вы хотите, чтобы у них осталось от этих уроков? Потом, через много лет. Понимаете, какая история, Катя? Для меня самое главное то, что когда они играют, они лучше запоминают тексты, потому что им это интересно. И это у них останется как язык, какая-то база. Если они захотят дальше, им будет интересен русский язык, им будет интересно этим заниматься, то у них есть база. Вот это главное. Амбиции раскрыть театральные дарования. Нет, таких амбиций у меня нет вообще. Все дети талантливые. Есть дети более открытые. Я не люблю, когда детей ставят там в линеечку, когда их муштруют, как бы скажи так или так. Пусть они, я не знаю, на голове стоят и говорят этот текст. Мне важно, чтобы они в это просто играли, чтобы они запомнили, что это интересно. Понимаете? Я не знаю, чтобы им было интересно, весело. Вот как в детстве, как мы играли во всякие игры. Вот точно так же. Я вспоминаю же об этом не с ностальгией, а с ощущением счастья. Вот это ощущение у них должно быть. А что будет, если вы вдруг среди этих детей встретите, как про вас Волкова говорила, девочка со свечкой внутри? Так. Вы вдруг встретите ребенка невероятно одаренного с актерской точки зрения? Ну, родителям скажу, занимайтесь. А что это должно быть? Как это увидеть? Катя, не могу этого объяснить, но ты всегда это видишь и знаешь. Опять же, все дети талантливы. Но я знаю, что один мальчик был, я считаю, гениальным. Родители это видели. Я им об этом сказала. И? Ну, нет, по-моему, он не занимался. Нет. Но ему это помогло в жизни, то, что он приходил к нам. Потому что я просто помню, как я входила там с какой-то магазин, и мама вдруг ко мне подходит, а он только начал заниматься. Говорит: Лена, спасибо вам большое. Я думаю, так, я сразу настораживаюсь, за что? Что такое? Так, мама сказала, что Дима, он был как бы таким очень замкнутым мальчиком. Я это видела. А он там на каком-то празднике, он вдруг вышел и захотел прочитать стихи. Ну, и мама меня за это благодарила. Но ради этого стоит заниматься этим. Талант, да, это всегда дар Божий. Ну, да, в общем, да. Если человек, зная, что у него есть этот дар, не пользуется им, является ли это предательством вот этого А дара? что значит не пользуется, Катя? Я не понимаю. Ну вот если у тебя есть дар быть артистом, быть музыкантом или быть врачом, а ты этого не делаешь. Ну, должен найтись тот человек, который тебе поможет понять, кто ты, на что ты способен. Это очень важно. В данном случае о предательстве не может быть никакой речи, потому что в любом случае, если человек живет, ну, я не знаю, какой-то другой жизнью, но достойно, не имеет значения, какой у него есть дар. Дело в том, что если есть и будет необходимость, то это обнаружится. Но это, наверное, знаете, как нарыв. Вот он же живет, он же иногда долго может не прорываться, да? Вот он у тебя сидит там где-то, мучает тебя.
а потом вдруг раз и прорвался, да? Вот, наверное, и талант также. Но вас не мучает, что вы ни в театре, ни в кино? Абсолютно нет. Это потому, что нет рядом Михалкова или Хамдамова? Абсолютно нет. Мне кажется, как это ни странно, вот у нас был замечательный театр в Канаде. Это театр, который организовали Анна Варфаковская и ее брат Гриша Зискин. Я принимала участие в 2 спектаклях, и один из них был, я считаю, одним из лучших спектаклей, в которых я принимала участие. Достоевский «Дядюшкин сон». Это был волшебный спектакль с декорациями Боровского, музыкой Шнитке. У меня было 2 маленьких роли, таких небольших. Я все время сидела в зале и все смотрела. Я была так счастлива, что я к этому имею отношение. Даже если один этот спектакль был, я считаю, что этого уже было много. У нас замечательный совершенно есть литературный театр «Диалог». Я там делала спектакль, читала «Метель» Пушкина с музыкой Глинки. Можете себе представить? Вот это, понимаете, это такие островки культуры. У меня было радио первое время. Я читала Набокова, я читала Пастернака, там не говоря, естественно, рассказы Чехова я читала. Я доктора Живаго прочла всю книгу. Она у меня прочитана. Некоторые куски, как мне кажется, очень даже живые. Это очень-очень много, Катя. То есть нельзя сказать, что ваша жизнь там в 91 году остановилась, замерла, и потом началась другая. Вы все-таки эту жизнь тоже продолжали? Да, но в другом качестве. Я почти ни от кого не зависела, да. Это совсем другое. Как сказать? Вот сейчас надо найти правильное слово. Сейчас скажу. Это было скорее, как-то не покажется странным, это было как воспоминание о той жизни. Понимаете? Как это было? Да, это было так. Да. Боже, как это было прекрасно. Это не было каждодневной такой, работой, да? А это вот было такое, как вот какой-то ветерок подул, и он тебя принес вот в эту студию, и ты там читала и сидела. Это вообще такой кайф. Слушайте, а это правда, что вы на досъемках «Рабы любви» уже ждали ребенка? Да, конечно. А как? То есть вы там беременная? Катя, мы жили в Одессе, сколько мы снимали? 2-3 месяца, да? Мы жили всей семьей. Считайте, когда мы заканчивали, я просто сказала, что если до съемки вы давайте снимайте быстрее, потому что я не влезу в костюмы. Никита Сергеевич сказал: ты с ума сошла? Мы на тебя пишем сценарий. Ничего страшного, сказала. Хорошо. Да, у меня родится ребенок. Я буду сниматься. Не тут-то было. Я же сначала отказывалась. От неоконченной пьесы? Да, я же уехала. Да, Катя, да. Нет, я не понимаю, как может человек отказаться сниматься в неоконченной пьесе для механического пианино. Катя, вот так. Для меня написали сценарий. У меня родился Паша. Я была в Москве. Так. Но у меня там какие-то проблемы были. Мне нужно было кормить ребенка. Это важнее кино и всякие глупости. Мне позвонили, приглашая на пробы. Я сказала: ребят, нет, я сниматься не буду. Я сказала Никите Сергеевичу: маленький ребенок, у меня там проблемы какие-то, и мы очень давно с Юрой не виделись, и мне хотелось домой. Потому что для меня это было очень важно, Кать. Так бывает в жизни. Мне хотелось как-то быть рядышком с Юрой, чтобы вся семья была. Хотелось, имела на это право. Но меня все равно позвали на эти пробы. Я приехала на пробы, я пробовала с Юрой Богатыревым. Было дивно, прекрасно. Никита еще, я помню, он меня взял так под ручку и сказал: где тебя еще будут так любить, как здесь? У меня проблемы были с кормлением. То есть я была зациклена на этом. Никита Сергеевич сказал: мои дети выросли на финском молоке, что твой Паша не может вырасти. Я сказала: нет, Никита Сергеевич, ваши дети на финском, мои на родном, на отечественном вырастают. И Никита Сергеевич хотел, чтобы прям вообще с первого дня в марте родился ребенок, а уже чтобы в мае месяце я была на репетиции. Несерьезно это было.
И я уехала, просто сказала, все, до свидания. Я уехала и забыла, Кать. Я даже не думала, не вспоминала и не мечтала. Вы невероятная. Ну, действительно, я не настоящая артистка. Правда? Наверное, как бы все есть моя жизнь, правильно? Моя семья, мои дети, там, моя работа, кино. Но дело даже не в приоритетах, а в том, где, наверное, я чувствую себя в чем-то, наверное, и свободнее, и комфортнее, и спокойнее, и не завишу ни от кого. Понимаете? Ну, наверное, вот это вот моя семья, мои дети. Хотя вот сейчас дети же все отдельно, далеко живут и уехали давно уже. И для меня это, в общем-то, должно было бы быть очень болезненно. И я же вот внуков своих не воспитала. Но они выросли без меня, кроме Сони. Соня Самая первая внучка. Самая первая внучка. Они очень интересные люди все. Они меня интересуют вот даже не как там моя кровь, а как люди. Они все очень интересные люди. Очень. И все очень разные. Я в этот раз приехала, когда в Германию, и Федя, мальчик у нас замечательный, Ирин, младший сын, они ждали меня, он и Леопольд. Но Леопольд меня не помнит, а Федя меня помнил. Открывается дверь, я вхожу, Федя бежит мне навстречу и вдруг останавливается. А он такой искренний мальчик, ему 10 лет. Останавливается и смотрит на меня вот такими глазами и не знает, что делать. Кать, это вот не сыграть. И рассматривает вот каждую как бы морщинку на моем лице. Вот он просто, вы знаете, вот меня как фотографирует, смотрит. И я понимаю, что ему что-то неловко. Я говорю: Федь, не узнаешь? Не узнал? Он говорит: нет. Катя, это круто, вы не понимаете. Нет. Я говорю: почему? Он говорит: я думал, ты выше. Круто как вообще. Кать. И все. Потом он меня берет за руку и ведет там показывать всякие свои подарки, которые мне приготовили. Но уже вцепился в меня. То есть все-таки он меня принял. Я ему понравилась. И такой маленькой. Такая оказалась маленькая бабушка. Это что-то классно. Расскажите, какое письмо вам написал Михалков, чтобы вернуть вас в неоконченную пьесу? Это же было от руки письмо написано? Это было от руки письмо, оно у меня даже где-то есть. Он просто написал, что он просит очень, да, но он хорошее письмо написал, что если я смогу как бы совместить свою там домашнюю жизнь, я не помню точные слова, не хочу врать. Он написал мне, что все мне обеспечат. И действительно, мне сняли квартиру. В Пущино? Да, в Пущино. Мне сняли замечательную квартиру. Двухкомнатную, кстати, квартиру, да. Моя мама приехала. И меня возили на кормление. Катя, вы не поверите. Да, меня возили каждые 3 часа на кормление. Никита Сергеевич смотрел на меня, когда подходило время отвезти меня. А у меня платье начало с ненавистью. Ферма. Ой, боже мой, кошмар. Вообще смешно, когда артисты говорят, что вот, надо было по-другому сыграть. Когда у тебя там в подкорке есть то, что тебе нужно вот... Ну, потом эти 3 часа у нас уже отменились, потому что уже молочка не было. Потому, ну, все нервы и все. А ты не то чтобы не отдаешься, но ты не абсолютно свободен. В работе, я имею в виду, да? Ну, в том, что ты делаешь. Хотя, мне кажется, что было бы лучше, конечно, если бы я бы играла в другой ситуации, вот так скажем. Да? Ну, а не заменить важно. вас ни на кого они не смогли или не хотели? Нет, почему? Там они же начали снимать Наташу Лебле. Но там не случилось. Наташа замечательная, но дело в том, что там была очень большая ошибка. Я на самом деле не знала ничего. Я уехала и до свидания. Они просто как бы привели девочку, похожую на меня. Мы с ней не похожи. Это очень неверный посыл. Мы совершенно разные по внутреннему состоянию. Наташа, она, ну, даже, наверное, в чем-то гораздо интереснее меня. Ну, я другая в любом случае. А от нее ждали, как бы от нее ждали меня.
Ее называли Леной. Паша говорил: Лена, встань тут. Ну, Паша Лебешев, в смысле? Ну, да. Ну, потому что вот как бы у них неправильный был посыл. Нужно было забыть меня вообще. Ну, вот так это случилось. И, конечно, я думаю, Наташе было очень тяжело. И если бы со мной такое было, я бы просто зажалась в то, что называется, да? Ну, как можно к тебе относиться не как к тебе? Ну, Тебя да. не видят. Просто тебя нет. Есть вот кто-то, кого ты напоминаешь. Либо надо историю так придумать, что напоминает, как будто, ну, как бы отношения выстраивать так. Ну, вот поэтому это была, конечно, вот такая драма. Да. Но это были легкие съемки? Ну, не как «Раба любви» уже. Как? «Раба любви» легкие, не так, как «Обломов», Кать. А, то есть Смотри, они были Обломов тяжелее, чем «Раба любви», но легче, чем «Обломов». Так, да? Да. А в чем «Обломов» такая сложность? Я не знаю, Кать, но там трудная роль на самом деле. А это правда, что вы пробовались на роль Миледи Да. в «Трех мушкетерах»? Я не пробовалась, я была утверждена. Конечно, Катя. Мне очень трудно переступить порог. Вот согласиться, да? Я очень трудно принимаю решение. Но если я приняла решение, то все, уже назад хода нет, и я в этом... Ну вот с «Миледи» это не совсем так произошло. Меня приглашают на пробы, я работаю на киностудии «Ленфильм». И на самом деле как бы пробы это работа. Попробоваться. То есть тебе дают там что, направление или что, ну, неважно. Ты получаешь за это деньги, ну, это работа, обычная работа. Ну, попробоваться. Я попробовалась, но я не понимала. Я все время говорила: я не Миледи, я не понимаю. Я не могу играть эту роль. Когда-то мы встретились в Одессе, как раз, да, была проба со Смеховым, по-моему, и с Мишей Боярским. Мы собрались где-то там в каком-то опять номере. И вот Юра говорит: ну вот посмотрите на эту актрису. Да? Вот за эту роль борются все. Рита Терехова на коленях умоляет меня отдать ей эту роль. А я зову ее, и она отказывается. Я говорю: да, я не понимаю, я что, как. Ну, неважно. Вот у меня было такое состояние. Господи, какой счастливый должен быть режиссер, который выбирает между Тереховой и Соловей. Просто человек должен умирать от счастья. Он, наверное, и умирал. А я еще отказывалась от того, что Никита Сергеевич должен был запускаться с Обломовым. И до этого мы как раз с ним встречались на какой-то поездке в Италии. Он рассказывал как бы очень так красиво, красочно о том, какая это будет картина. И я все думала, что если он будет запускаться, меня позовет он какую-нибудь роль. Любимая артистка. 2 картины снялась. Я говорю: Юр, но если меня Никита позовет, Сергеевич, то я буду у него сниматься. Даже в маленькой роли. Он говорит: ничего, будешь сниматься. Как бы, да? Я тебя отпущу. Но я говорю: Никита Сергеевич, что мне делать? Я как бы жду, буду я вас играть или нет. Меня приглашают на «Миледи». Он говорит: слушай, Лена, для Ольги ты стара. Кстати, да. Для тетушки молода. Но мы тебе придумаем какую-нибудь роль там небольшую. Соглашайся. Я говорю: хорошо. Катя, я соглашаюсь. Ну, работать надо. Ну, в принципе, это работа. Нравится, не нравится, работа. Я соглашаюсь. Шьют костюмы. Мы уже должны выехать на съемки. Но для меня еще очень большая проблема, потому что мне нужно... Но у меня проблемы... Я не люблю оставлять детей, они должны быть со мной. И я соглашаюсь. Думаю, хорошо, только бы не ездить долго на долгие экспедиции, потому что долгую экспедицию я не поеду. И в очередной раз я в Москве, и вдруг звонок от Никиты Сергеевича. У тебя, говорит, сердце не ёкнуло? Я говорю: нет. Не хочешь ли ты попробоваться в Обломове на роль Ольги? Я говорю: Никита Сергеевич, вы, наверное, с ума сошли. Я уже вот утверждена, я еду через 2-3 недели, да, это был май месяц. На съемке откажись. Я говорю: да вы что? Как я могу отказаться? Ну, откажись. В глубине души я обрадовалась. Мне было неважно, утвердят меня там у Никиты, не утвердят. Но важно, что у меня не было комфорта какого-то, хотя это ужасно. Я звонила Юре только потому, что я знала, что Рита хочет играть. Я думаю, как замечательно. Я говорю: видите, вот Никита Сергеевич меня позвал. Он говорит: хорошо, мы все спланируем. Я говорю: нет,
Я не могу в двух ролях, там и там. Но это вообще невозможно для меня. Скажите просто артистам современных сериалов это. Нет, я не могла. И от очень многих ролей отказывалась, потому что вот совпадение, попадали роли. Ну, невозможно, у меня мозги, наверное, поехали бы. Я говорю: Юр, ну, пожалуйста. Ну, вот смотрите, я такая плохая, я не хочу. А Рита хочет. Позвоните ей. Вот если Рита, ну, мало ли что, у нее уже могли измениться все планы, у нее могли быть работы, все что угодно. Если она не может, значит, я Никиту Сергеевича посылаю, и даже пробоваться там не буду. Я не буду в двух ролях играть. Я буду играть у вас. И через некоторое время я получила телеграмму. Жалко, не сохранила. Ваше из ряда вон выходящее желание удовлетворено. Вот так, такая гадкая. Ужасно. Ну и все, я пробовалась у Никиты. А я так думаю, у Никиты Сергеевича там произошла история. Просто пробовали сначала молодых актрис. Но они, наверное, я думаю, не потому что они плохие. Они просто не попадали с Олега Павловича. Знаете, вот это очень важно. Когда начали пробовать актрис моего поколения, уже как бы постарше немножко, они решили: Господи, зачем нам пробовать чужую актрису? Привыкать к ней. А тут наша, своя, воспитанная в коллективе. Друг друга все поймем. И все. Самая трудная роль. Очень трудная. Она меня прямо вымучила. Там очень трудные сцены. Устала. Да, ну, как вот я эмоционально устала. Когда я посмотрела эту картину в Ленинградском доме кино, я, во-первых, расстроилась немножко, потому что мне показалось, что мой персонаж, вот Ольгу, о которой я думала, она должна была быть другой. Потому что некоторых сцен, которые мы снимали, не было. Не было вот романа с Обломовым. Там не было вот, ну, такого романтизма, что ли, да, который предшествовал всему. Потому что Ольга там, ну да, она... Мне казалось, что она не такая прагматичная. И я подумала, почему Никита Сергеевич так не любит женщин? Но потом я подумала, что... Лена, подумай, как называется кино? «Несколько дней из жизни Обломова». Это же не история твоей Ольги. Это история Обломова. И твоя Ольга нужна там только тогда, когда как бы существо Обломова проявляется. Она только для этого нужна. Успокойся, не смотри больше это кино и забудь обо всем. Ну да, вот видите, вот она меня немножко опустошила. Я должна быть благодарна Никите Сергеевичу, что все три роли, они все разные. И это помогло мне как бы не застрять в той женщине. Потому что застрять можно было очень легко. Вы сейчас пересматриваете хотя бы один из своих фильмов? Хотя бы иногда? Нет, потому что я совершенно не отождествляю себя с этими женщинами. Они другие. Кто-то интересен, кто-то нет. Вот я «Рабу любви» посмотрела, когда началась война, я поняла, что да, это все кончилось. Кончилась та жизнь, это все кончилось. А она – это Россия? Вот так интересно вы сейчас... Видимо, когда я плакала, это у меня было это ощущение. Потому что я тоже пересмотрела, но когда к вам ехала, я до этого так не думала. Вот и я тоже. Но это только сейчас. Вот, Катюш, вот очень интересная история, на самом деле, с Рабой. Она со временем накапливала. Я убеждена, что вот картина рождается, когда она приходит к зрителю. И всякий раз она, как ни странно, другая. В ней рождаются новые смыслы. Дело не в том, что она современна, несовременна, но в ней начинают рождаться новые смыслы. Это некая мистика, потому что кино – это другая реальность, это другой мир, который создают талантливые или неталантливые люди. Возможно, это вот ощущение того, как детство. Детство, мы же всегда обращаемся к своему детству, правильно? Мы там находим все смыслы того, что с нами происходит потом, и в кого мы вырастаем. Это все оттуда. И с кем мы общались, да, там, родители, учителя и так далее, и так далее. И вот в хорошее кино, мне кажется, там происходит то же самое.
Вот я в первый раз посмотрела, когда это кино, я сказала, у нас получилась живая женщина, она живая, она не может умереть. Она не может умереть, а вот сейчас она умерла. Все, она улетела. Где она, не знаю. Она улетела, Катя, это ужасно. А вы за Никитой Сергеевичем сейчас следите? За его творчеством? Кать. Ну, «Бесогон» вы смотрите? Нет, конечно. Я знала, что, наверное, будет какой-то вопрос о Никите Сергеевиче. Я вам хочу сказать одну вещь. С одной стороны, мне совсем не хочется говорить или обсуждать что-то. Вообще ни о ком. И мы с Никитой Сергеевичем уже, ну, так скажем, не знакомы 40 лет. Больше 40 лет. Я вообще не люблю общаться, не то что, ну, у меня, наверное, никогда времени не было общаться вот со своими группами, с режиссерами. Ну, не знаю, я стесняюсь, наверное, не знаю, неважно. У меня как бы много каких-то разных дел, забот и так далее. Неважно, я считаю, что это правильно. И я понимаете, я помню Никиту Сергеевича другого. Я помню Никиту Сергеевича 30-летнего. Я помню его, когда мы были все молоды, когда талантливый, необыкновенно обаятельный. И только чувство благодарности, естественно, за вот работу, которая у меня была, я испытываю к Никите Сергеевичу. Это правда. А то, что случилось, это просто прям неоконченно песня для механического пианино. Вспомните. Что случилось? Понимаете, потом это уже другая история. Это уже другая жизнь, которую я не знаю. И, ну, как-то она меня не очень... Не то чтобы не очень интересует, но... Нет, не особенно интересно, да. Вы сделали то, что в современных учебниках психологии категорически рекомендуют не делать. Вы посвятили себя детям. Психологи пишут, что как же вы потом будете вот с этими детьми, когда они вырастут, а вы будете им говорить, я отдала вам лучшие годы своей жизни, и что взамен? Катя, какая глупость. Во-первых, я никому ничего не отдавала. Я живу ради себя. Они, это, ну, как... Я без них не могу жить. Но именно я не могу без них жить. Они без меня, возможно, могут. А я-то без них нет. Вот что важно. Понимаете, да? Когда мы уезжали, и, конечно, мы думали о них. Но дело в том, что я от них вообще ничего не требую. Когда ты любишь какого-то человека, ты без него не можешь жить. Конечно, круто, если и он без тебя не может жить. Но если ты без него не можешь жить, это очень важно. Это очень важно. Вот для меня, наверное, это так. Почему никто из ваших детей не пошел в актерскую профессию? Ну, этого я не знаю. Это у них надо спросить. Хотя они оба стали учеными. Учеными, биологами, да, генетиками. Если честно, я вообще восхищаюсь вот этим поколением, вообще молодыми. Они делают то, что мне недоступно. И они настолько свободны и открыты миру, насколько я не была. И мне это безумно интересно. Мне вообще интересно очень почему-то, я не знаю почему, мне очень интересны молодые люди. То есть, ну, я просто кайфую от них. Когда я, вот, ну, я смотрю какие-то там передачи, там новое российское кино, российские актеры, вот поколение там последнее, ну, просто роскошные, улетные ребята. А кто вам нравится? Не буду говорить, кто. Хорошо, можете сказать, назвать русский фильм, который произвел на вас большое впечатление за последнее время? Можно не про картину скажу. Вот я в последнее время для себя открыла такого режиссера Крымова, которого раньше не знала. Ну, он театральный режиссер? Он театральный, но я его не знала вообще. А вот последние несколько лет, 5, наверное,
Я его открыла для себя, вот он меня просто завораживает. Завораживает. Меня завораживает больше всего, наверное, музыка, музыканты. Вот я все время думаю, как это происходит. То есть такое количество молодых, потрясающих музыкантов, каких-то удивительных людей. И я удивляюсь, что вот этот весь мир проходил мимо меня. А это Он классическая музыка или современная? Ну, разное. Но в последнее время, ну, вот понимаете, я просто как откроешь, там, я не знаю, вдруг молодой исполнитель, там, Трифонов. Ты открываешь, и ты зависаешь. Данила Трифонов – это мой любимый пианист. Ну что Кать, вы? Да. что это? Огромная сцена, стоит один рояль. Выходит человек, маленький, если ты сидишь далеко, маленький. Он садится за рояль. И вдруг он просто берет первый аккорд, и вся энергия огромного тысячного зала, она не просто на нем концентрируется, а просто такое ощущение, что вот этот человек, он как бы проводник вот этой фантастической энергии, и он нас всех держит. Это даже не завороженность, а он нас уносит в космос. Да? Вот этот феномен для меня потрясающий. Вот не актеры даже. Но я считаю, что музыканты, конечно, они избранные, они поцелованные Богом. Какую книгу вы сейчас читаете? В чем вы находите утешение сейчас? Я читаю Чудакова «Ложится мгла на старые ступени». Ой, потрясающая книга. Потрясающая книжка. Вот ее можно прям читать, перечитывать, застревать там можно, да? Опять перечитывать. И главное, она в голове. Катя, я не думаю, я просто живу. Живу, да, с каким-то страхом, с ожиданием. Но, наверное, все-таки еще с надеждой. Потому что нельзя, конечно, жить только страхом. Катя, со страхом не за себя. Потому что моя-то жизнь уже прожита. Как бы там хочешь, не хочешь, это опять же это не кокетство. Хорошо прожить 100 лет, дивно, замечательно, но реально, ну вот эти мои чудные, мои удивительные дети, почему они попали в это? Я не хочу, чтобы они застревали в страхе, чтобы они туда погружались. Потому что это тяжело очень. Да. Мы с Ирой ходили в концерт симфонический вот в Лейпциге, когда были, и слушали 7-ю симфонию Бетховена. Я на второй части, я разрыдалась. Ира меня держала за руку. Она испугалась, что со мной что-то произойдет. Да, но со мной такого не было никогда. Просто я подумала, Боже, мир так прекрасен. Мир так прекрасен, Господи, да что же это такое, ну что же все разрушается. Вы верите, что мы с вами увидим то, как закончится эта война? Я надеюсь на это, Катя. Катя, мне очень страшно. Я держалась очень долго. Мне очень страшно, и с каждым днем все страшнее. Это правда. Да, потому что я не понимаю, я не вижу выхода. Потому что агрессия, мне кажется, она нарастает. Она нарастает с одной и другой стороны. Она нарастает, а ведь, вы понимаете, когда вот агрессия с обеих сторон, это же взрыв. Понимаете? И понятно, этих хорошо, ну, не будем даже говорить, не могу. Понимаете? Это чудовищно. Я не понимаю. Давайте помечтаем тогда. О чем? Что, как? Что с нами было через год? Ой, я хотела бы... Самое главное, я хотела бы, чтобы вот дети ко мне приехали, и чтобы мы все встретились. Вот и все, увидеть всех. Все, чтобы рядышком были. Чтобы была такая возможность. Чтобы все были живы и здоровы. Ну, это самое главное, Катя. Самое главное вообще там, в любом государстве – это вот молодое, не мы, а молодое поколение, которое сейчас уничтожается. Вот это. И тем или иным способом. Даже можно об этом не говорить, а рассуждать. И с той, и с другой стороны. Понимаете? Украина защищается, да, но ведь люди все равно гибнут, защищаясь. Блин, но они гибнут. Молодые, красивые, здоровые.
Они защищают Родину, я понимаю это. Но они гибнут. Как их спасти? Нужно спасти и тех, и других. Я не знаю, как. Я не могу этого знать. Я просто не могу этого знать. Это невозможно. Не хватает вам вашего Юры сейчас? А я все время с ним разговариваю, он все время со мной. Такое странное такое состояние, но да, я все время с ним. Мне было всю жизнь очень интересно с ним, понимаете? Он был удивительно интересный человек. Я на него не похожа, он на меня не похож, мы не похожи. Вы верите в жизнь после смерти? Катя, я не знаю, как это объяснить. Ну, куда-то должна деться, там, не знаю, моя энергия. Но эта энергия, она, наверное, где-то собирается, кому-то нужна. Наверное. Вот эта вот энергия, которая во мне накоплена, да, она, наверное, где-то копится для того, чтобы потом, может быть, вылиться какой-то благодать. Не знаю. Но я знаю, что, Господи, Юра со мной, это я знаю. Правда, он мне помогает, он меня не бросает. Выберите, пожалуйста, милосердие или справедливость. Справедливости не существует, поэтому милосердие. Свобода или стабильность? Вот знаете, что мне кажется, Кать? Если нет стабильности, то нет и свободы. Свободы без стабильности не бывает. Потому что свобода, как бы то ни было, это понятие такое относительное. Правда или безопасность? Правды не существует. Да вы что? Конечно. А что такое правда, Катя? Ну что такое правда, скажите мне. Ну, когда ты правда не врешь... это мы. А что значит ты врешь? Вот объясните мне, пожалуйста. Смотрите, России говорят, что Да. если бы мы не напали на Украину, то Украина напала бы Но на нас. Это неправда. Это не просто неправда, это ложь. Это ложь, и это повод для того, чтобы начать войну. Это глупость. Правда – это не то. Правда – это понятие относительное. Родина или истина? Опять же, что такое истина? Вот эти все понятия, они все относительные. Кать, Эти вопросы специально придуманы, чтобы люди сердились. а я не сержусь, я сомневаюсь. Я просто думаю. Кать. Вы их задаете для того, чтобы думать. Ну да. Родина, она всегда во мне, она всегда со мной. Поэтому ее не выбирают. Поэтому Родина. А если она ошибается? Но все равно ее не выбирают. Значит, нужно помочь ей обрести себя. Ну как? Ну, все ошибаются. Но вот если есть моя мама любимая, прекрасная, замечательная, у которой нет никаких изъянов, но она может ошибиться, может. Ну, я пойму, прощу, помогу. Если такого не бывало. Я просто так думаю. Но есть замечательные люди. Их, я думаю, надеюсь и даже уверена, что их очень много в России. Замечательных, талантливых, умных людей, которые не смотрят эти пропагандистские каналы и понимают, что происходит, и опять же любят свою родину. Вот, Катя, какая интересная история. Вот те люди, которых как бы отправили вот в самом начале на войну, нельзя же сказать, что они не любят свою родину. Правда? Они же идут за родину. Воевать нет? Человеку на самом деле же немного нужно. Правда? Я не знаю, ты получаешь или зарабатываешь, или получил по наследству там $1 000 000, или ты получаешь, я не знаю, $1200 в месяц. Да? Неважно. Важно, как ты себя вот ощущаешь с этими деньгами, с этим багажом. Важно не терять себя. Важно знать, ну, если хотите, даже себе цену. Важно не терять своего достоинства. Вот это очень важно. Я вам должна сказать, ну, вот такая странная мысль. Я что-то такое слышала про иммигрантов, кстати. Вот там уезжают артисты, скатерть им дорога, и вообще все эти, да пошли они. Мы без них там, нам они не нужны. А там на что они меняют? Нашу как бы славу, там, почет, уважение. Мы здесь их сделали, а вот там они никто. Да,
понятно, что человек уезжает, и для него это трагедия, драма, и нужно начинать жизнь сначала. Но вот говорить о том, что там тусовка это иммигрантская, это такая провинция. Это вообще чем они там питаются? Они все потеряли. Они потеряли корни, они потеряли общение, социальный статус. Ребят, они его потеряли, но они не потеряли себя. Они себя не потеряли. Если они себя не потеряли, и если у них есть что-то с душой, они на этот статус поднимутся, они его обретут. А самое главное, тусовка, если она даже провинциальная. А что плохого в провинциальной тусовке? Мы что, не те же люди? Мы что, не так же достойны? Я думаю, что провинциальная тусовка даже круче. Потому что здесь не нужно ни перед кем выпендриваться. Понимаете, Кать? И человеку важно быть самим собой. Вот это для людей, которые вынуждены уехать по разным причинам. Никогда не обсуждаем причины, потому что у каждого человека свои причины. Но важно сохранить себя, важно быть собой. Это самое главное.